Всем привет! Сегодня у нас необычный эфир, подкаст слэш АМА в онлайн-формате с SEO Криптобиржи Extended Русланом Фахрудиновым. Привет, Руслан, еще раз. Привет, привет. Всем привет. И вести этот эфир мы будем вместе с Лехой. Привет, Леха. Привет, привет. Всем закидываю привет, потому что мы планируем запись этого подкаста выложить в том числе и на YouTube. Формат у нас будет такой, у нас будет 3 блока тем, которые мы разберем с Лехой и Русланом, а затем перейдем к вопросам от комьюнити. В принципе, вы можете накидывать вопросы и не дожидаясь окончания наших, можно постить в сигарки или в теме Extended, и мы потом к ним вернемся. Либо непосредственно уже в самом конце, в том числе сможете задать голосом. 3 блока тем таких у нас будет. Это первый о себе, то есть как Руслан вообще дошел до X10. Затем обсудим первый в общем, то есть конкурентов, общую теорию. И третий, естественно, непосредственно про Extended, про техническую часть, про команду, про roadmap и, конечно, не обойдем вопросы дропа и токена. Давайте тогда сразу начинать. И первый блок о себе я тут сразу сделаю отсылку, потому что у нас такой типа экспресс-режим. Мы здесь на 3 часа не будем собираться, и поэтому отсылку делаю на клевое интервью Руслана на канале Alt Capital не примерно, а ровно 11 месяцев назад, 13 февраля. Там как раз есть хорошо раскрыта вот эта тема до X10, и хорошо раскрыт вопрос учебы, полезен ли университет, сила нетворкинга, поэтому предлагаю надолго не останавливаться на этих темах, которые были озвучены в том подкасте, но как бы все равно разберем этот блок, чтобы лучше понимать там мотивацию и как Руслан вообще дошел до кайфов. Значит, Руслан, ты учился в Казани, затем переехал в Питер получать высшее образование в сфере экономики и финансов, а затем у тебя сразу красивая строчка в LinkedIn — это McKinsey. Тут как бы такой будет немного автоп, но не могу на ней не остановиться. Что такое McKinsey? Потому что я специально не стал мучить ChatGPT. В моем представлении, я понимаю, что это консалтинговая какая-то организация, но в моем представлении, когда я слышу McKinsey, это что-то страшное, большое и дорогое. Чем конкретно они занимаются и чем занимался ты там? Да, смотри, McKinsey — это стратегический консалтинг, да, то есть, по большому счету, в McKinsey команды занимаются совершенно разными проектами. Они могут быть там на любые темы. Вот. Могу просто привести как бы несколько примеров. Ну, там, например, я не знаю, ты крупная нефтегазовая компания, да, как бы, и есть запрос, там, я не знаю, топ-менеджмента, вот, акционеров, да, чтобы как-то диверсифицировать бизнес. Вот, там, соответственно, могут нанять как бы команду из McKinsey, из там, BCG, Bain, да, которая придет. И исходя из существующих, там, я не знаю, компетенций внутри компании, да, исходя из текущего портфеля продуктов, так как бы предложит стратегию по диверсификации бизнеса, да, или там выхода в новые бизнесы, да. Например, там один из проектов, который у меня был в McKinsey, да, мы работали там с одной из самых крупнейших нефтегазовых компаний в России, да, как раз-таки над направлением новыми бизнесами. Да, это, наверное, где-то был там 2017, может, год, да, то есть достаточно давно, и мы еще тогда им как бы предложили делать каршеринг, да, потому что у них есть там широкая сетка, я не знаю, своих заправок, да, у них есть дешевый доступ к, соответственно, топливу, да, и прочее, прочее. Есть как бы большая клиентская база, на которой они могут это раскатать, да. Они как бы, к сожалению, это тогда не сделали, да, но понятно, что через несколько лет мы увидели, что просто как бы каршеринги заполонили рынок. Вот. Другие проекты могут быть какими-то операционными, да, то есть, я не знаю, условно, есть производство, на нем есть какие-то операционные процессы, да, как бы, и там есть, я не знаю, задача повысить производительность, да, там приходит команда, условно, из консультантов, да, как бы смотрит, как сейчас выстроен процесс, предлагает какие-то проекты, какие-то там рычаги оптимизации, да, этого, то есть, по большому счету, супер разнонаправленная работа, вот, зависит от потребностей клиента, может быть, как и стратегия, да, очень верхнеуровневая, так может быть как бы что-то супероперационное, прям как бы на земле, там, в каком-то суперреальном секторе, вот. Получается, что это вроде ресерчеров, но на местах. То есть вот такой яркий Мгм. ведь аналог, где фильм был "Игра на понижение", там ребята ездили и смотрели дома, которые были выданы в ипотеку, и смотрели, в каком они состоянии, кто ими владеет. То есть это не уровень ChatGPT, то есть нужно разбираться хорошо, да, в процессах в самой компании. Да, нужно как бы хорошо разбираться в процессах, и у тебя как бы со временем, когда ты приходишь в McKinsey, да, сначала ты как бы генералист, да, то есть
ничего не знаешь и можешь условно делать все подряд, да. Со временем ты как бы выбираешь какой-то сектор, в котором ты там более-менее как-то специализируешься, то есть ты там понимаешь, как процессы устроены, да, как бы, я не знаю, как этот бизнес работает, достаточно как бы в деталях, чтобы там, ты мог что-то внятное, да, как бы и практичное посоветовать. Вот. Ну, то есть, по большому счету, как бы это проектная такая работа, ты приходишь там на, я не знаю, 3 месяца-6 месяцев в конкретную компанию, у тебя есть конкретная очень задача, вот, и там нужно предложить, условно, как компания больше заработать денег или как сэкономить Мгм. А денег. сколько такого рода ресерчи могут стоить? То есть, понятно, это большой ну, разброс сумм, наверное, но, грубо говоря, где там минималка и максималка? Ну, или, может быть, просто максималка, вот сколько компания готова платить там за... Слушай, максималку как бы я не смогу тебе сказать, наверное, да, но давай так, разброс, о котором я как бы думал бы, да, это то, что там такой one-off единичный проект McKinsey, наверное, будет стоить от $500 000, да, наверное, самый-самый дешевый вариант, да, вот, там, а максимально это может быть какая-то большая программа, да, где там, я не знаю, работают параллельно 3-4 команды в разных функциях, в разных департаментах, да, там работают, я не знаю, там год, например, да, такой проект может 10 миллионов стоить. Довольно внушительная сумма. Какой уровень зарплат тогда вот у этих ресерчев? Я к чему вообще подхожу? Потому что в моем понимании, наверное, если человек умеет, ну, обладает вот такой компетенцией, чтобы предложить прям как улучшить бизнес, там, найти эти решения и так далее, то как будто он надолго не задержится в McKinsey. То есть к тому, насколько эффективны вообще вот эти вот услуги, Мгм. люди, по сути, влезают в бизнес и должны найти решение ну, лучше, чем сами, собственно, этот бизнес. Ну, как будто вот не совсем это вяжется, что ли. Смотри, ты знаешь, как еще часто как бы у людей на местах еще нету, во-первых, времени, а во-вторых, достаточно мотивации, да, как бы, чтобы об этом подумать, да. То есть, когда ты об этом думаешь, наверное, говоришь там с точки зрения предпринимателя, да, там, или, я не знаю, какой-то небольшой команды, как у нас, да, когда у вас в команде там 10-15 человек, да, как бы, и ты постоянно думаешь о том, как улучшить свой бизнес, да, и ты знаешь как бы сам все процессы, вот, но когда ты там работаешь, пытаешься управлять компанией, я не знаю, с 5-10 тысяч человек, да, как бы, то у людей на местах просто не будет никакой ни мотивации, ни желания как бы что-то улучшать, да, и на самом деле просто когда кто-то приходит извне, у кого есть мандат что-то поменять, не нужно часто супер детально в чем-то разбираться, чтобы увидеть, что люди просто неэффективно делают, да, как бы свою работу. Вот. Но ты прав в той части, то, что в ну, в принципе, как бы в любом, мне кажется, крупном бизнесе, да, там, какие бы хорошие не были там зарплаты или компенсации, да, то всегда как бы самые топовые ребята уходят, а самых плохих ребят увольняют, да, как бы у тебя там в долгосрочном периоде просто остается там какая-то средняя когорта людей, которые там работают долгосрочно. McKinsey как бы очень, условно, мне было полезно с точки зрения, наверное, двух аспектов. Да. Там первое — это возможность разобраться в какой-то проблеме, которую ты не знаешь с нуля. А второе — это умение структурировать, да, потому что, ну, там, условно, я не знаю, ты делаешь какой-то супер детальный проект по, я не знаю, повышению операционной эффективности на какой-нибудь конкретной установке нефтеперерабатывающего завода, да, и потом как бы и ты там весь сидишь в деталях, да, тебе нужно прийти, презентовать это топ-менеджменту и рассказать как бы очень простыми словами, что вы делаете, зачем вы делаете, и как вы больше заработаете им денег. Вот. И это достаточно как бы полезный скилл, да, то есть ты какие-то очень сложные вещи очень сильно упрощаешь и объясняешь другим. Мгм. Хотел же спросить про культуру таких компаний, как McKinsey. Насколько она отличается от корпоративной культуры и насколько она, соответственно, далека от... Или там достаточно стартаповской культуры, или вообще какая-то третья? Давай так, там, наверное, стартаповская культура с точки зрения как бы загрузки work-life balance, да, то есть, в принципе, как бы в McKinsey, знаешь, ты очень дорого продал услугу, да, у тебя очень как бы маленькая команда, которой ты все это делаешь, и как бы клиент, понятно, хочет получить за это максимум, вот. И поэтому там в целом как бы очень в среднем, наверно, плохой лайфстайл по сравнению там с корпоративной культурой. Вот. В этом плане как бы это больше похоже на стартап, да, где у тебя бесконечный объем работы, да, как бы тебе нужно правильно его приоритизировать и сделать там правильные вещи в какой-то ограниченный промежуток времени, да. Вот. Но большое как бы отличие McKinsey, да, от всех этих от корпоратов, от стартапов, это то, что ты как бы в итоге ничего не делаешь руками, да, то есть вся твоя работа сводится к тому, что ты даешь рекомендацию, да, и у тебя нет как бы в реальности ответственности за то, насколько ее качественно имплементировали, какой будет реальный результат и так далее, да.
То есть, как бы на то это и есть консалтинг, да, то, что ты пришел, как бы увидел, что что-то не так работает, что-то посоветовал, а дальше как это в реальности имплементировали, принесло ли это какие-то деньги, да, у тебя, во-первых, на это нет никакого влияния, да, а во-вторых, как бы это уже не твоя ответственность, да, и в этом плане, конечно, отличается как бы работа и от корпората, где ты на большинстве ролей как бы должен сделать что-то реальное, да, принести какую-то реальную пользу компании, ну, и, конечно, отличается от стартапов, да. Еще А это отличает а это от стартапов то, что у тебя постоянно есть деньги, видимо, и что достаточно неплохие деньги. Ну, А в McKinsey, да. Да, как бы, то есть там в целом как бы очень конкурентное, да, вознаграждение, особенно было в России. То есть на глобальном рынке McKinsey там не топ-работодатель, наверное, да, там, условно в Штатах есть огромное количество мест, где лучше платят. Вот. Но в России тогда был это топовый работодатель, да. твой переход в валюту, он скорее не связан с финансами, а именно с амбициями, или какова причина была перехода? Смотри, как бы, я провел там в McKinsey 4,5, по-моему, года или 5, и я был менеджером проектов. И когда ты менеджер проектов, ты как бы... Я пришел туда условно стажером, да, потом стал аналитиком, потом старшим аналитиком, потом там еще как-то роль называется, потом ты менеджер проекта. Это, по сути, ты как бы приходишь с командой, и ты отвечаешь за результат там проекта, да, и ты там общаешься с клиентом, управляешь своей командой и так далее, да. И дальше как бы с момента, когда ты менеджер, у тебя на самом деле есть выбор, да, как бы либо ты уходишь в реальный сектор, либо ты уже там остаешься в McKinsey и сидишь до партнера, да, как бы, а по сути задача партнера — это управлять командами и продавать проекты. То есть в реальности ты уже больше уходишь как бы в продажи, да. Вот, и по сути как бы вот на моей тогда позиции было два таких выбора, да, я подумал то, что, ну, как бы партнером McKinsey, понятно, как бы можно стать там, это в целом, наверно, прикольно, да, но хочется попробовать что-то другое, хочется попробовать какой-то реальный сектор, да. Из реального как бы сектора финансы, мне кажется, самое интересное, да, было и самое как бы быстро развивающееся. И по большому счету, мне кажется, Revolut тогда был топовым из всех возможностей, которые были как бы на рынке. И мне кажется, то, что это, в принципе, как бы мой этот бет оправдал себя, да, то есть Revolut там самый крупный необанк в мире. Вот, и у меня тогда там работал как бы близкий друг, который сейчас как бы head of crypto department, да, и он мне тогда как бы по сути, зареферил в Revolut. Я прошел отбор, и мне дали выбор. Сказали, хочешь заниматься, есть два варианта, да, как бы либо будешь заниматься криптой, или будешь заниматься эквайрингом. Эквайринг звучало как бы супер скучно, тогда еще был 21 год, как бы вся крипта росла, все было на буме. И в революте, по сути, как бы был очень простой тогда криптопродукт, не было еще, по сути, криптодепартамента, и как бы выбор был очевиден, да, пошел заниматься криптой. Как раз в этом подкасте с ребятами из Three Capital ты сказал, что это было не первое соприкосновение с криптой, а вы делали какой-то криптофонд до того, как ты еще пришел в Revolut. Можешь немного эту тему раскрыть, потому что там она вообще никак не раскрылась. Откуда появилась идея и чем вы вообще занимались в этом криптофонде? Слушай, на самом деле, как бы идея была банальная, да, и я не могу сказать, что это был какой-то серьезный криптофонд. У нас, наверное, там было до $1 000 000, да, как бы под управлением. Я тогда только пришел, нет, я еще тогда, мне кажется, заканчивал универ, только как бы выходил стажером в McKinsey, да, как бы узнал про биткоин, вот, и тогда как бы был бум первых вот этих альткоинов, да, как бы, и мы вот с этими же друзьями, с которыми учились, да, как бы, с которыми потом вместе работали в «Революте», и с которыми там продолжаем тесно взаимодействовать, тогда как бы сделали просто супер банальную историю, да, как бы мы собирали у людей фиат, у какого-то очень ограниченного как бы периметра инвесторов, да, как бы, и в какой-то логике как бы вкладывались в те активы, в которые нам казалось как бы тогда логично вложиться, да, то есть было какое-то соприкосновение с криптой, но он чисто как бы такое был, как пользовательское, да, скорее. И на самом деле мы там не делали ничего суперсложного, да, там тогда вообще никто не понимал даже, как биткоин купить, да. Вот, и вообще как бы никто не понимал там, как, конечно, есть разные проекты, да, как бы какие-то перспективные, неперспективные. Понимаешь, что мы как бы тогда особо без понимания всего, только закончив универ, как бы, может быть, не лучшим образом управляли этим фондом, да, но тогда все было... Как бы, тогда, если просто бы мы даже купили биткоин и больше ничего не делали, как бы все бы заработали, что, в принципе, как бы плюс-минус то на то и вышло. Вот. Получается, 16, да, примерно? Да, примерно 16 год. Ну, то есть вот тогда ты первый раз и установил кошельки. Да, да, да. А вот эти ребята, которые тогда с тобой были, они есть сейчас в Extended, кто-нибудь из них или нет? Нет, в Extended из них никого нету.
один из них в Революте, у второго из них другой свой криптостартап, связанный с платежами на стейблкоин-рельсах. Вот, четвертый работает в одном из крупных family офисов. Хотел спросить про культуру. Ну, недавно вышло там интервью Ставронского из этой Сетинской. И расскажи, может быть, про культуру и валюта, и что можешь рассказать. Действительно, там все настолько жестко, и как тебе работалось в таких условиях, в такой культуре? Слушай, если честно, как бы, да, все говорят, что в революции была супер жесткая культура, да, у меня такого впечатления как бы не сложилось. Да, как бы это там no bullshit компания, да, как бы люди работают там относительно много, там относительно эффективно, да, но, наверное, там, если ты сравниваешь это, я не знаю, там, со Сбербанком или с Deutsche Банком, да, как бы, наверное, это жесткая какая-то культура, да, но в среднем, да, там, мне как бы не показалось, что там была какая-то ультра жесткая культура, там, сижу достаточно адекватно. Где ты работаешь больше, в Extended или в Evolute? Одноз- По часам в неделю. Однозначно в Extended. Окей. Не так все плохо в Evolute. В революции, да, вообще не все так плохо было. Еще немного пробежимся. Революта, когда ты туда пришел, сколько примерно сотрудников там работало? Хороший вопрос. Слушай, я думаю, что в Headquarters, наверное, всего в Революте было меньше, как бы, 1000 человек со всем саппортом и прочее, да, как бы. В Headquarters, наверное, работало там человек 200. Но это, знаешь, как бы это на уровне ощущений, потому что я не помню как бы точные цифры, да. Там сейчас для сравнения, я думаю, в Революте всего 1010 человек. И 1000, наверное, Но как раз две Headquarters. сейчас сделаю как раз отсылку про революцию. Ну, буквально пару недель назад вышло это интервью осетинское с Тарасом. Там называлась цифра, то, что у них больше 13 тысяч вообще сотрудников. Ну, видимо, 10 кор, там Да, еще. ну, не, я думаю, что это больше 13 тысяч, это включая как бы всю поддержку, но я тебе сказал цифры, которые как бы outdated, потому что я за этим сейчас не очень активно слежу. Я понимаю, да. Но и здесь надо остановиться, что, ну, по сути, ты со временем стал возглавлять, как я понимаю, вот этот вот отдел криптоуслуг в Революте. На текущий момент, вот я опять помучил ChatGPT, потому что Revolut точные данные не говорит, но вот на основе отчета за 2024 год чат мне выдал такую инфу, что примерно 22% пользователей Революта пользовались так или иначе вот криптоуслугами. То есть это, ну, примерно 14 миллионов человек, потому что у них сейчас больше 60 миллионов. И у меня сразу такой вопрос. То есть 14 миллионов человек — это какая-то невообразимая, ну, большое количество людей. Что именно они делают и вообще что вот есть внутри продукта? Ну, понятно, что он поменялся, но, по крайней мере, может быть, в свое время. Что вообще делать? Смотри, как бы я думаю, то, что вот эти доли, там, 22%, они относительно, там, звучат они правдиво, да, потому что в революции, наверное, сейчас, когда я уходил, было, наверное, 40 миллионов клиентов всего, там, 10 миллионов были криптопользователями, да. Сейчас у них, наверное, даже 60 миллионов клиентов, то есть звучит правильно, да. Но здесь надо понимать то, что когда они говорят про криптопользователей, они говорят про людей, которые у которых как бы активирована вот эта криптотаба в революте. Это не значит, что они там каждый день, каждую неделю или каждый месяц торгуют, да, то есть тоже как бы есть нюансы по тому, как это считается, вот. Но там действительно, да, я думаю, что у Революта сейчас несколько миллионов активных пользователей в месяц в крипте, да, вот. И продукты в целом как бы в Революте достаточно стандартные, да, как бы первый, самый простой — это трейдинг. Там у Revolut, наверное, сейчас порядка 150 разных спотовых рынков, на которых можно торговать. Вот. И это трейдинг внутри просто ритейл-аппликейшн банковского. Второй, как бы у них есть криптобиржа, на которой есть только спот. Вот. И это там немножко другой, да, как бы продукт, но тоже связан с трейдингом. Третье, в Революте есть различные yield-продукты по крипте, да, там, мне кажется, насколько я помню, у них сейчас только есть простой как бы стейкинг, но мне кажется, они работают над дополнительными источниками yield, да, для пользователей, по крайней мере, когда я там был, мы на это смотрели. Есть криптокарта, понятно, есть deposits withdrawals, да, есть learn and earn, это такая история, это то, что ты договариваешься с каким-то внешним проектом, чтобы условно запустить там серию обучающих карточек /видео для пользователей Революта, да, как бы они за это получают реворд в
токене этого проекта, да. То есть для Revolut идея в том, что это, условно, бесплатный маркетинговый бюджет, да, для проекта идея в том, что они получают более широкий, как бы, distribution среди ритейловых пользователей. Вот, и мне кажется, как бы это и есть скоп продуктов Revolut на текущий момент. Потому что, по большому счету, ну, как бы есть еще сторонние продукты, да, например, там есть on-ramp продукт, да, как и пользователь Revolut ты им не пользуешься, но там, например, не знаю, например, мы как Extended можем интегрировать револютовское on-ramp решение, да. Но получается, что изначально это все было в чейн, ну, то есть, как я понимаю, биржа, да, там встроена, но если речь идет о дополнительном yield, то, получается, анчейн это тоже, да, взаимодействует? Ну, смотри, у тебя там любой стейкинг, так или иначе, он-чейн как-то, у тебя там, ты стейкаешь он-чейн, да, то есть у них есть какая-то инфраструктура, да, и они дальше двигаются в этом направлении. Я не знаю, вот когда ты работал там, измеряли ли вы, ну, не знаю, может, в качестве вот развлечения, ну, то есть понятно, что это вам не обязательно надо было делать, переход вот этих вот пользователей из апки революта в, ну, не знаю, короче, в анчейн мир крипты, то есть. Давай так. На это смотрели, но смотрели как бы в первую очередь, когда принимали решение там строить свою биржу, да, то есть как бы логика очень простая, да. Ты как Revolut, в принципе, видишь все платежи, которые проводят там пользователям в агрегированном каком-то виде, да. Понятно, что ты на уровне отдельного клиента как бы не можешь на это смотреть, но агрегированно можешь, да. И просто видели как бы достаточно большие outflows на там Binance, FTX тогда, да, Bybit, и как бы решили строить тогда свою криптобиржу. С точки зрения, смотри, с точки зрения взаимодействия с ончейн, здесь тоже как бы на самом деле очень понятная логика, да, у Revolut есть там криптодепозиты, withdrawal, да, то есть понятно, что как бы там, мы смотрели на то, сколько люди выводят денег из Revolut в крипте, да, вот, и я могу сказать, то, что в целом как бы достаточно активно. Там я как из любопытства какое-то время назад смотрел, там, сколько у них транзакций с основного их USDT кошелька. Ну, это же публичный кошелек, да, и у них что-то там в районе 5000 транзакций в день, да, с Revolut только в USDT. Это такой довольно большой гейт в крипту, ну, особенно людей, так называемых нормисов. Да. Да, еще смотри, ну, опять же, по чату GPT, он дал такую вилку прибыли революта от 200 до 400 миллионов фунтов, ну, то есть, грубо говоря, полмиллиарда долларов за 24 год. Ну, это понятно, что ты сейчас не в курсе, если даже был в курсе, ну, может, не рассказал, но насколько корректно, в общем, этот порядок. Просто полмиллиарда в год — это довольно ребята меньше 10 проектов столько зарабатывают. Это Revolut в целом или это Нет, криптодепартамент? это именно крипто, ну, он дал именно крипто направление. То есть он там выделил там крипторазделе, ну, точнее, где крипта, там еще несколько продуктов, он их там разделил, и вот такие цифры получились. Кстати, мне, знаешь, как мне кажется, я не уверен, насколько там, тактично или вообще могу ли я об этом говорить, да, но я бы сказал то, что Revolut Crypto, да, зарабатывает, наверное, как самые топовые DeFi проекты, да. То есть как гиперлик. Ну да, ну понятно. Ну, примерно то же самое получается. Я к тому, что, грубо говоря, можно, не знаю, топ-5. Ну не, если еще Binance и Bybit взять, то, ну окей, типа в топ-10, получается, он входит. Хотя я, ну, вообще, к чему я эту тему затронул, мы ничего про него не знаем, ну, вот как пользователи Мгм. именно, но по факту, ну, Revolut очень много зарабатывает как раз на пользователе крипты, и, ну, довольно интересная данная. Revolut в целом очень много зарабатывает, да, мне кажется, там это публичные данные, мне кажется, в какой-то момент шерили, да, их, ну, там, у них очень серьезно и выручка, и маржинальность бизнеса. Ну, понятно, у них, представь, там есть доступ к 60 миллионам клиентов, да, которым они могут продавать совершенно разные продукты, да, там от подписок, да, до, я не знаю, бронирования отеля, крипты и так далее, да. Ты вообще Я видишь хотел успех такого революта? А что еще раз сейчас прервалось Да. В немного? чем ты видишь успех такого взлета революта? Две причины, на мой взгляд, да, как бы первое, это, мне кажется, единственный необанк, который смог сделать международную экспансию. То есть, понимаешь, там локально, например, в Великобритании там есть Wise, да, тоже как бы вроде нормальный банк, но они вообще никакую не сделали международную экспансию, да. Там понятно, что у тебя в Европе, в каждой стране тоже есть какой-то свой финтех, но они как бы популярны там условно в одной стране, да. А Revolut единственный, кто смог как бы раскатать вот условно банковские услуги, да, по большому количеству рынков одновременно, да. Это первое. А второе, по тому, что Revolut как бы может внутри себя строить большое количество продуктов одновременно. Мне кажется, это тоже был какой-то там публичное интервью Сторонского, где он говорил, то, что там в Revolut 30 или 40 продуктовых команд параллельно строят новые продукты, да, в Revolut.
И понятно, что не все будут, там, не все запуски стран будут успешными, да, не все как бы отдельные продукты будут успешными, да, но там как минимум, если половина как бы этих продуктов успешные, да, то это уже огромный успех, да, и просто там, возможность монетизировать одного клиента там с разных сторон, да. Ну да, да, понятно. Но они, конечно, масштабный проект и такая масштабная экспансия. И большое количество человек в команде. И, кстати, ну, наверное, это мы чуть позднее просто обсудим, как ты видишь, типа, как лучше маленькая команда или большая, но сразу везде развиваться, но это чуть позднее. Давай тогда постепенно переходить к тому, как ты ушел Э, в... Сори, я ворвусь про эволюцию самое. Хотел еще спросить, была же такая стадия эволюции, когда в какой-то момент, как я понимаю, под регуляторным давлением или просто под законами нельзя было совсем выводить крипту из кошельков куда-то к Мгм. себе на кошельки. И мне хотелось узнать, насколько это решение сложно давалось, или это просто, типа, там, регулятор говорит, и мы делаем. Все-таки, ну, насколько вот эта стартап-культура и дизрапт-культура там сильная в эволюте, насколько сильно это ударило по числам вообще? Смотри, как бы стартап-культура в «Революте» есть. Понятно, что там чем больше становится компания, тем сложнее ее поддерживать, да. Потому представь, что там 13 тысяч человек, да, ты как бы, во-первых, не можешь нанять столько топовых людей, да, и вот, во-вторых, как бы ты не можешь ими всеми там супер, наверное, эффективно управлять. То есть понятно, что как бы у тебя с ростом компании как бы есть влияние какое-то на эффективность, на вот эту стартап-культуру и прочее, да, но тем не менее, мне кажется, для своего размера как бы они просто в топовой позиции, да, в этой части. С точки зрения как бы регуляторки, смотри, с регулятором это просто процесс, да, то есть на самом деле это процесс, который занимает там большое количество времени, да, потому что представь, там ты, не знаю, приходишь к регулятору, да, и хочешь запустить, я не знаю, даже те же депозиты, ввод и вывод денег с революты, ввод на революту, вывод с революты, да, как бы, а у тебя регулятор вообще не понимает, как бы, что такое крипта, да, он вообще не понимает, что у тебя есть там разные блокчейны, да, он как бы вообще не понимает, как работают там AML-контроли в крипте, да, и ты условно проходишь через такой как бы очень длинный процесс образования регулятора, да, то есть ты ему рассказываешь, что это работает так-то, да, как бы так-то ты контролируешь там риски, да, там так-то ты проверяешь там, делаешь AML-проверки на депозиты и прочее, прочее, так, как бы это просто занимает как бы огромное количество времени, да, и это на самом деле, это, мне кажется, основной условно блокер, например, в части как бы криптопродуктов революта с точки зрения как бы запуска новых продуктов, да, и там расширения продуктового портфеля. Но тем не менее, как бы, как мы видим, да, в принципе, то есть какая была проблема, да, там в 2021 году регулятор вообще не понимал, что такое крипта, да, там. Сейчас в 2026 году они уже понимают, что такое крипта, да, у тебя в Европе вышло регулирование, там в Британии вышло регулирование, да, для криптокомпаний, для криптоактивов, да, поэтому это становится все более понятно и как бы более просто для регулятора и для запуска новых продуктов в том числе. Подскажешь ответ на вопрос, насколько сильно это ударило? Ну, типа, там, не знаю, ты наверняка знаешь числа, я так понимаю, ты был в компании, там, не знаю, в 5 раз снизилось желание использовать крипту или там... Не, или смотри, там- там же как было? Там же было так, то, что вообще сначала не было возможности ввода и вывода, да, и ее просто потом начали постепенно раскатывать, да, то есть не было такого, то, что раскатали ввод-вывод и его полностью запретили. Окей, окей, то есть, я понял, то есть начального числа нет вот которого это самое. Да, Но то есть никаких оценок, у никаких тебя оценок не было, насколько это... Ладно, окей, это открытие давало, по-моему, буст. Слушай, открытие точно давало буст, но поскольку открытие было настолько постепенным, то есть ты сначала как бы раскатывал там на какую-то одну страну с какими-то минимальными лимитами, да, потом раскатывал на вторую, третью страну, да, что как бы его сложно достаточно оценить, да. Просто потому что настолько это постепенно дело, что у тебя как бы ты сложно отделить в общем рост крипты, там, adoption, революта и так далее, да, от того, как бы насколько депозиты и withdrawal дали, да, отдельно. Так, ты на высокой должности в быстро растущей компании. В чем причина ухода? Не хватало свободы действий или хотелось чего-то большего? Слушай, смотри, как бы, мне кажется, это всегда как бы комбинация факторов, да, то есть в целом у меня всегда было желание как бы сделать что-то свое, да, там работать на себя, но чтобы это произошло, да, у тебя там условно должна быть комбинация того, что у тебя есть идея, которую ты хочешь сделать, там тебе должен нравиться этот рынок, да, как бы ты должен быть, я не знаю, финансово устойчив, чтобы пойти и начать это делать, у тебя должна быть команда, да, или понимание людей, с которыми ты хочешь это сделать, да, и, то есть это не какой-то один фактор, да, и у тебя еще должно быть понимание того, что этот рынок как бы будет расти, и то, что и потенциально из этого можно сделать большой как бы
бизнес. То есть я в целом для себя, когда пришел как бы в револют, всегда понимал, что окей, как бы обратно в McKinsey я не вернусь, да, потому что заниматься консалтингом там менее прикольно, да, чем делать реальный бизнес. Второе, как бы я понимал, что в революте я тоже долго не просижу, потому что на себя как бы интереснее еще работать. Вот. И это просто был вопрос времени, да, когда появится правильная идея, там будут правильные люди, с которыми я это сделаю и так далее. Вот. И именно так и произошло, да, с Extended в конце 22-го, начале 23-х годов, когда мы начали об этом думать. Ты увольнялся, ты уже четко понимал, что пойдешь делать свою биржу? Или еще что-то, какие-то были другие идеи между? Нет, уже четко понимал. То есть, в принципе, когда я уходил делать Extended, когда я уходил из Revolut, я уже понимал, то, что я буду делать Extended. Ну и такой, завершая тему революции, я не могу не спросить, сколько я потерял на сгорании акционов? Я могу так сказать, Миллион? потерял примерно половину от того, что было. Ну, окей. Ну, подозреваю, что это такая как бы значительная сумма, потому что раз сейчас революта ценится 75 миллиардов, то нормально-то могли выдавать опционы в тот момент. Хорошо, итак, дальше был X10, но мы сейчас давай тогда перейдем ко второму блоку и вообще, в принципе, обсудим, почему ты именно хотел сделать свою биржу, в чем ты увидел там value. Да, смотри, как бы здесь, наверное, пару моментов. Первое, когда я уходил, FTX только упал, да, и в целом как бы было понимание, то, что можно сделать такой же продуктовый портфель, как у них, да, но только у тебя все средства клиентские будут на блокчейне, ты к ним не будешь иметь доступа, да, у тебя будут какие-то валидации трейдинговой логики, и уже тогда было понимание, что, в принципе, как бы технологически это возможно, да, там был пример DYDX тогда только, на самом деле больше никого как бы на рынке аналогичных не было. Это первое, да. Второе, там, поработав в революте, да, там, занимаясь криптой, я в целом как бы понимал то, что в крипте самый лучший продукт market fit, да, у трейдинга. У нас был только спотовый трейдинг, да, но было понятно, там, смотря на конкурентов, да, то, что перпы намного более интересный, да, намного более как бы интересный продукт, в котором там в крипте происходит price discovery, да, вокруг которого там можно строить yield продукты и прочее, прочее, да, то есть, в принципе, было понятно, что там перпы — это в целом как бы центр всей крипты. И дальше как бы в целом мне тогда уже тоже было понятно, что из перпдексов был только DYDX, как бы был еще GMX, но это совсем как бы другой продукт, да, было понятно, что этот рынок будет расти. То есть тогда как бы еще не было Hyperliquid, и мне кажется, я в первый раз увидел в мае 23-го, да, в первый раз там я задумался о Extended я не знаю, декабре 22-го, да, то есть еще не было понимания того, какая будет конкуренция на этом рынке, но было уже понимание, то, что этот сегмент будет точно расти, потому что только упал FTX, как бы все стали говорить о проблемах централизованных бирж, и был среди перпдексов только DYDX, продукт которого там был далеко от оптимального, да. Мгм. И тут плавно переходим как раз к теме гиперликвида. Ты говорил, что выход, ну, появление гипера — это лучшее, что могло произойти, потому что да, была переоценка Астра, то есть совсем другие капитализации. Как ты вот сейчас, ну, так как, в принципе, следил за ними с самого начала, в чем ты видишь феномен взлета гиперликвида? Это уникальный пользовательский опыт или как бы полное отсутствие конкурентов на тот момент? Смотри, это тоже как бы комбинация, да, комбинация факторов. Первое, да, у тебя фактически как бы отсутствовала конкуренция, да, потому что понятно, что у них продукт даже в самом начале был сильно лучше, чем DYDX. Второй, мне кажется, как бы очень важный фактор — это то, как они себя спозиционировали на рынке, да, то, что у них там маленькая команда, их очень сильно поддерживал как бы криптонативная комьюнити, и в целом, как бы, мне кажется, они были одним из первых проектов, которые условно как бы строили с идеей того, что они будут строить всю экономику продукта и проекта вокруг токена. Третье, там, они были одними из первых, кто запустил как бы Points программу, да. Четвертое, у них супер успешно прошел TGE, да, и токен после него как бы рос, да, и на самом деле основной рост Hyperliquid произошел уже после TGE, да, а не до. Потому что на самом деле в крипте как бы у тебя на текущий момент есть два лучших инструмента маркетинга, да, там топ-2 — это Point программа, а топ-1 — это перформанс твоего токена. И перформанс их токена на самом деле обеспечил как бы их рост, который мы там видели в последние 1,5 года, да, или год. Ну да, я с этим согласен, но все равно я б тут, наверное, ну, обсуждая гипер, разделил бы до ТГ и после. Ну, я стал пользователем, к примеру, в ноябре. Вот тут ты говоришь, что летом заметил, соответственно, я позднее. Всё равно в ноябре это тоже была такая ранняя стадия. Я могу Да. как бы свои вот впечатления описать, потому что, ну, мне там что понравилось? То, что там был премаркет, тогда это, Мгм. было. Потом там появился "Вау", тоже как бы инновационное решение.
Ну и еще оставался, криптоны помнили, что 2DX дал окей дроп хороший, это была как причина торговать там в будущем. И потом как раз, да, появилась эта point-программа. И вот еще до ТГЕ, как ты думаешь, вот какие шаги им помогли привлечь ликвидность? То есть вот это грамотный бездев или именно твиттер-культура и вот это вот построение культуры комьюнити через Твиттер? Смотри, а у них на самом деле вначале не было, у них вначале не была как бы классная ликвидность на бирже, да, то есть когда я только первый раз их увидел, это в мае 23-го, да, как бы ликвидность там была просто ужасная, да, на бирже, вот, и она у них очень как бы органически постепенно скейлилась, да, и по большому счету как бы они не делают как такового бизнес-девелопмента, да, активного, да, поэтому мне кажется, отвечая как бы на твой вопрос, да, это в основном за счет поддержки твиттер-сообщества, да, вот все произошло. Окей, и тогда еще был такой яркий период, когда у них сильно рос ТВЛ, и, возможно, увеличилась, и невозможно, а точно увеличилась ликвидность. Долгое время фандинг сильно отличался от секса, что привело как раз к большому росту ТВЛ из арбитража. И вот здесь как бы есть две теории. Либо это было сделано искусственно, либо они смогли только трафик лонгов найти, ну, то есть ритейла. Но если это трафик, то откуда он вообще мог прийти? И вообще, как ты оцениваешь эту теорию, что это могло быть сделано специально? То есть, грубо говоря, они платили там какое-то время, привлекая таким образом, ну, то есть используя это как маркетинг в том числе. Смотри, я не думаю, что я не думаю, что они это сделали специально. Я думаю, то, что у них действительно как бы был очень большой поток ритейла, и что это органически просто произошло на бирже. Потому что, понимаешь, как бы у тебя... Вот просто представь, да, у тебя на том же Binance, Bybit и OKX в тот момент было намного большее количество профессиональных игроков, чем на Hyperliquid. То есть на Hyperliquid в основном торговало как бы такое нативное сообщество, да. Нативное сообщество, у него есть так называемый там long bias, да, то, что они как бы в основном держат преимущественно лонги, да, то есть у тебя как бы эта ситуация органически произойдет. Потому что у тебя как бы на Получается, что централизованных биржах эту дельту просто намного раньше забрали, да. Потому что было намного больше институционалов, которые в целом как бы выравнивали эти фандинги, а у них не было почти. да. Получается, что причина в том, что мало профессионалов, или больших фондов было на бирже из-за недоверия, да, что и Они поэтому просто не знали. Они просто, во-первых, как бы тогда не знали. А во-вторых, там у любого фонда или у любого крупного маркетмейкера есть там пайплайн интеграции, да, там, даже если они заметили Hyperliquid, они его поставили в очередь там через 3 месяца, да, интегрировать и так далее, да, то есть это как бы длительный процесс. Мгм. Ну, звучит логично. Хорошо. А тогда, окей, вот вышел токен. Почему объемы на Гипре резко выросли после ТГЕ? Потому что, как я говорил, да, в целом, мне кажется, как бы перформанс токен — это топ-1 маркетинговый инструмент в крипте, да, и там, если помнишь, когда они запустили токен, он какое-то там непродолжительное время был стабильный, и потом они начали его сами же откупать с разных адресов, да, и тогда как бы Твиттер гадал, да, сколько у них таких адресов как бы в запасе, да, на которых там лежит по несколько миллионов долларов, с которых они будут откупать этот токен. По большому счету, там, хайп запустился, я не знаю, там, по $3, да, там, за счет этой механики он дошел до 12, да, привлек всеобщее внимание, да, там, увеличил, тем самым, на самом деле, дальше, как бы, драйвя выручку Hyperliquid, драйвя внимание к токену, и, условно, как бы такое. И это все там продолжало фьюлить экономику их токена, да, достаточно успешно. Ну да, я согласен, что они создали такой культ беливеров, и поэтому, даже сейчас они стоят 25 миллиардов, хотя там мультипликатор, то есть у них довольно высокий мультипликатор к собранным комиссиям. Но тут у меня такой вопрос, с помощью чего вообще можно повторить вот этот путь, или повторить создание вот этого культа? Ты неоднократно сказал про токен, но как будто сейчас этим уже не удивишь. То есть почему этот культ образовался? Ну да, осталось все расти, всем насыпал окей дроп, то есть много последователей и так далее. Но сейчас, грубо говоря, когда выходит каждый следующий перф, все ждут, что вот эти байбеки начнутся, а они, грубо говоря, первыми это сделали. Чем сейчас можно удивить и как раз получить всех этих беливеров новых фанатов своей биржи, как создать? Да, смотри, давай так, это в целом как бы комбинация каких-то вещей, да, то есть нет какого-то одного уникального соуса, да, то есть тот факт, то, что они там начали делать байбеки, это не далеко как бы не единственный фактор, да, их успеха. Они там в целом проделали достаточно большую как бы работу с комьюнити, да, как бы у Джеффа был свой личный очень хороший как бы твиттер, да, они в целом было восприятие у комьюнити то, что у этих ребят нет задачи краткосрочно заработать, да, там у них
них есть долгосрочная задача построить там большую экосистему, большой продукт, и они готовы делиться бенефитами всей этой экосистемы с комьюнити, да. И мне кажется, это основа, в которую как бы поверили, в которых, во-первых, они верят сами, да, во-вторых, как бы верят люди вокруг, и там они провели, мне кажется, достаточно большую, да, как бы работу, чтобы создать такой сентимент на рынке, да. Можно ли один в один повторить их успех, я не знаю, потому что там любой проект, любой как бы запуск токена и его будущий перформанс, они всегда как бы отличаются, потому что есть там тысячи нюансов, да, которые на это влияют. Но тем не менее, как бы я уверен, то, что, во-первых, рынок перпов слишком большой, чтобы на нем был там один доминирующий игрок, да, и я думаю, что в целевой картинке, да, рынок перпдексов будет похож на рынок централизованных бирж, где у тебя есть там, я не знаю, 4, 5, может быть, 10 игроков, которые занимают какую-то существенную долю на этом рынке, да, это первое. Второе, как бы, как ты сам отметил, да, Hyperliquid не только отличался тем, как бы, нарративом, который они построили, да, но в том числе, как бы, у них были продуктовые фичи, которых не было у других, да, у них там были прелисты, у них был Vault, они первыми сделали, потом Builders Code и так далее. Мне кажется, это комбинация вещей, да, и если ее очень сильно упрощать, да, у тебя должны быть какие-то уникальные продуктовые фичи, которых у других нет или которые у тебя сделаны лучше. Второе, как бы у тебя должна быть хорошая ликвидность на бирже, да, потому что понятно, что никто не хочет как бы платить спред, и в целом как бы ликвидность — это база для любого трейдинга, да. В-третьих, как бы это понятно, что это огромная как бы работа с комьюнити, которую мы там в том числе тоже делаем, да, то есть показать комьюнити, что мы здесь надолго, да, то, что у нас есть долгосрочный план, то, что мы планируем как бы строить экономику нашего продукта вокруг нашего токена, что эта экономика будет sustainable, да, по тем или иным причинам, да. Четвертый, как бы, мне кажется, важный фактор, да, это в целом стабильность работы этой биржи, да, как бы если у тебя складываются все эти 4 фактора воедино, да, то, мне кажется, как бы можно не то, что как бы повторить, да, их успех, да, но можно там запустить супер успешный продукт, который там постепенно будет расти на рынке, да, там приобретать своих пользователей и так далее. Мы тут, конечно, не можем не затронуть еще тему Лайтера, который, по сути, в прошлом году Мгм. сделал уже и успел и токен свой выпустить. У них, ну, из того, что ты перечислил, как бы была уникальная идея, то, что эти нулевые комиссии, ну, по крайней мере, для маркетинга это точно. Да, Вот. Там была подвязка вот эта вот с Робин Гудом, то, что они да. и с раундом, который вроде бы и не на эту биржу был поднят, но тем не менее хорошо подходил для раскрутки. Но одна из их главных фич вообще была это то, что у них сходу была клевая ликвидность. Вот у них это что? Это грамотный бездев или как они вообще смогли этого достичь, на твой взгляд? Ну смотри, у них как бы она у них достаточно рано появилась хорошая ликвидность, да, но она тоже не была как бы там топовой с первого дня. На самом деле, я не знаю ни одной биржи, которая там запустилась, у них сразу топовая ликвидность, да. Я, если честно, не смотрел Monado, но поскольку это как бы кракеновский проект, может, у них как бы топовая ликвидность, да, с первого дня, просто потому что Кракен то загнал своих маркетмейкеров, вот. Но у Лайтера тоже как бы в самом начале у них не было там супер классной ликвидности, да. Они со временем, ну, там, не знаю, на какое-то время, да, как бы ее забутстрапить. И у них это комбинация как бы двух вещей, да, у них это бизнес-девелопмент, и у них это свой Vault. Да, про Volt Keypoint, потому что он сильно отличается, да, от того, Он что сильно отличается, да, от других Hyperliquid. раундов. Да. Кого бы ты из других перпов выделил? Ну, то щас их довольно много. Ну, я не знаю, тут корректно ли сказать, кто самый сильный конкурент Гипера, но как бы какие тебе команды нравятся? Хороший вопрос. Я думаю, что как бы можно назвать следующих, да, игроков в целом. За исключением нас. Понятно, что как бы есть Lighter, да, там они пока объективно как бы топ-2. Смогут они оставаться топ-2 или нет, мне кажется, как бы зависит от нескольких факторов, да, как бы первое, насколько команда останется мотивированной, да, там, деливерить новые фичи, да, второе, как бы, насколько хорошо будет перформить их токен. В целом, как бы у них я там лично не общался с Владом, вот, но там, насколько я слышал, у них очень хорошая как бы команда, и там я там, знаком с несколькими членами ее команды. Их командой, как бы, мне кажется, у них есть все шансы там оставаться на плаву, оставаться успешными, да. И понятно, что мы с своей стороны как бы хотим, чтобы они максимально на самом деле были успешными, потому что это как бы открывает горизонты для следующих продуктов, в том числе нашего. И в целом, как бы, чем лучше себя чувствует Hyperliquid, чем лучше себя чувствует Lighter, да, как бы, тем лучше будут себя чувствовать другие продукты на рынке, по крайней мере, на текущий момент, да, поэтому нам как бы лучше, если у них все хорошо, да, то есть, мне кажется, для Extended было бы идеально, если бы, я не знаю, Lighter TG прошел по 10 миллиардов, да, а не по 3.
Вот, просто потому что намного больше доступного капитала было бы в рынке, который бы в том числе пришел к нам. Теперь как бы из проектов, которые до Токена, да, соответственно, как бы это мы, это Пацифика, Variational и Prodex. Пацифика, как бы классные ребята, мы с ними общались. Вот, мне кажется, как бы им важно найти какой-то фокус, к которому они будут как бы дифференцироваться от других игроков, но как бы тем не менее хорошая как бы команда, да. Variational, я с ними не знаком, но и как бы они на самом деле не PerpDex, там, это условно трейдинговый деск с UI, у этого есть свои как бы бенефиты, то, что они могут предлагать там long tail и большое количество рынков, потому что они просто хеджируются там на централизованных биржах, да, но мне кажется, у них как бы есть просто свой product market fit, да, то есть люди, которые хотят торговать там long tail ассеты с 50x плечом, да, как бы variational отличный выбор, да. Понятно, что есть как бы более просто глобальный вопрос, насколько там система с одним маркетмейкером масштабируема, да, потому что ну, просто как бы риски совершенно другие, да, в сравнении там с order book-based биржами. Кто у нас еще есть? Потом есть все как бы перпдексы, которые так или иначе связаны с централизованными биржами, да, это там Astor, Apex Pro, NADA. Мне кажется, это немножко как бы отдельная категория, да, потому что они там под зонтиком крупных бирж, да, работают. Есть Paradex. Я лично встречался в жизни с их командой, да, как бы в жизни они на самом деле намного более приятные, чем в Твиттере. Я, если честно, как бы про них, да, так мне сложно сказать, потому что они как будто стараются много вещей делать как бы одновременно и просто на практике смотрят, что работает, что не работает. Посмотрим, насколько успешным это будет в итоге. Но я бы как-то так об этом думал. Я не знаю, если кого-то из игроков упустил, скажи мне. Да не, у меня тут скорее такой вот более практичный вопрос. Какой показатель перпов для тебя определяющий в сравнении? Да, это хороший А, вопрос. Смотри, мне кажется, самый объективный показатель — это TVL в целом. Вот, потому что TVL — это, ну, фактически не манипулируемый показатель, да, никак, и не инцентивизируемый особо, ну, никто этим не занимается, да. И TVL — это как бы реальные деньги, которые лежат на бирже. Дальше, мне кажется, то, что важно дальше смотреть на показатели, на которых как бы биржи зарабатывают деньги. Условно, для нас и для Variational, и там для Пацифики, наверное, объем торгов, да, как бы самый важный показатель. Вот, потому что Variation зарабатывает на спреде, мы и Пацифика зарабатываем на физах. Да, как бы для Paradex, Лайтера, ну, я бы сказал, наверное, что все равно это объем торгов, потому что они зарабатывают на мейджор физах. Ну, на самом деле, как бы это и видно, да, что у всех проектов, у которых есть points программы, да, как бы есть спайки в тех или иных метриках. Просто в зависимости от того, как выстроены эти points программы. Поэтому, как бы, мне кажется, что самый там, независимый, не манипулируемый показатель — это TVL. Да. Спасибо, что подтвердил мою теорию, потому что я тоже воюю за нее в нашем чате, потому что TVL ну, невозможно подделать, и, по сути, самый дорогой показатель есть. Единственное, ну, я бы сделал ремарку, то, что, например, когда мы берем TVL условно Продекса, то у них большую часть он находится в ауте, а он у них, ну, скажем так, лежит мертвым грузом, то есть не участвует. У вас тоже была как бы похожая ситуация, то есть, ну, тут, наверное, не сильно корректно ТВ учитывать, потому что его нет в ордербуке. Но вот эту вот фишку, которую вы сделали с Валтом как коллатерал, она как бы поменяла тут все и, в принципе, и органически еще бустит объем торгов. Но мы сейчас чуть-чуть попозднее к этому перейдем. У меня есть еще пару вопросов в формате общей теории. Как, не знаю, вдруг сейчас кто-то из наших слушателей решит, клево бы свою биржу иметь, как привлекают стартовую ликвидность вообще? Откуда она берется? Смотри, Маркетмейкерами или, ну, а если да, то на каких условиях? Смотри, как бы здесь будет всегда как бы два варианта, да. Либо идти по очень больному и долгому пути, то, что ты начинаешь как бы органически растить тейкеров, у тебя появляются органические какие-то мейкеры, и все это как-то растет вместе. Или есть путь как бы пойти со всеми договориться, и у тебя сразу будет, или там почти сразу будет хорошая ликвидность, да. Мы как бы пошли по первому пути просто потому, что, ну, по нескольким причинам, да. Как бы первое, что если ты с кем-то договариваешься, да, ты должен за это что-то платить. Платить в фиате — это просто моментально как бы экспенсы, которые на тебя ложатся. Да. Платить в будущем токене — это будущий объем торгов, который, это как бы будущий supply, который тебе нужно будет когда-то откупить, да, то есть идти договариваться, как бы это на самом деле очень дорогой способ, по которому там мы осознанно решили не идти, да, и мне кажется, как бы на самом деле большинство топовых перпдексов по нему не пошли. А дальше как бы у тебя есть второй, ну, там,
первый способ — это тебе нужно как-то изначально самому забутстрапить ликвидность, да, какую-то хотя бы минимальную, да. У нас для этого был как бы свой внутренний маркетмейкер, в котором там лежало какое-то относительно небольшое вообще количество денег, и он объективно как маркетмейкер, он не профессиональный, но хотя бы не терял, да, свои деньги. Вот, и мы как бы запустили биржу со своим внутренним маркетмейкером, у тебя постепенно появляется какой-то объем тейкеров, ты постепенно приводишь каких-то первых мейкеров, и достаточно все это медленно как бы и органически пытаешься растить. Сейчас, как бы, конечно, нам проще там разговаривать с любым маркетмейкером, когда мы говорим, у нас там от миллиарда до 2 объем торгов, да, там, я не знаю, 180 миллионов TVL, там, я не знаю, 6 тысяч дневных пользователей и так далее, да. Конечно, как бы сильно проще, но в целом, как бы, я могу сказать так, что масштабирование ликвидности — это, наверное, был одно из самых сложных упражнений, которые как бы мы делали. И оно сложное просто потому, что оно очень долго занимает времени, да. Ну, логично. Ну, правильно я понимаю, исходя из твоего ответа, что есть придет какой-то крупный игрок с, ну, условно, безлимитным бюджетом, ну, или команда, которая подняла, не знаю, там, 50 миллионов с коду Мгм. еще на стадии MVP, то они, в принципе, если сделают такие продукты, то смогут быстро догнать за счет, ну, платных маркетмейкеров, то есть вот это вот, ну, не знаю, там, да. Смотри, они смогут? Да, смогут. Если коротко, если у тебя будет там безграничный бюджет, чтобы ты им платил в USD или в USDC, то, конечно, сможешь. Вот говорю, потому что как часто мы вообще будем видеть дальше новых игроков, потому что если это раскрутка с нуля, то, ну, все равно это долгий путь. Ну, даже если на вашем примере, да, там, ну, 1,5-2 года надо, чтобы там хорошая биржа выросла. А как будто следующие, вот кто с нуля начинают, им тяжелее будет вклиниться вот в этот список, но, соответственно, будут появляться те, кто именно с бюджетом приходит на старте. Ты вот, ну, также видишь будущее конкурентов, если можно так выразиться, и развитие этого кластера, или все равно думаю, что маленькие команды тоже будут добиваться успеха. Смотри, я думаю, то, что всегда будет место для маленьких команд. Да, и оно, в принципе, это правда для любого рынка. Да. Здесь просто... Потому что если ты нашел taker flow, да, ты как бы найдешь маркетмейкеров, которые будут на это маркетировать. Но этим маленьким командам будет просто сложнее делать go-to-market, потому что, понимаешь, они не могут быть там 35-м перпдексом в Твиттере, как бы, который там забирает пользователей, которые уже торгуют там на Hyperliquid, Lighter у нас там и так далее, да. Все сложнее и сложнее это как бы будет делать. То есть если они найдут уникальную аудиторию, которая им будет торговать, то как бы бизнес будет успешным, да. Но, конечно, там, условно, у нас пример есть Астера, да, ребята там с безграничным бюджетом пришли, как бы у них там, я не знаю, классная ликвидность, да, как бы они сильно выросли, понятно, что там непонятно, что из этого органическое, что из этого неорганическое, но как бы вот пример как бы команды с безграничным бюджетом, да. Как бы в один миг ворвались, и как будто, наверное, такие истории еще будут. Ну, смотри, Логично. как бы вот Binance мог это сделать. Bybit, у них уже есть Apex Pro, да, как бы Coinbase, они сами как бы не делают TurboDex, они пошли с Base. Kraken, у них есть NADA. Там не так много, там, понятно, что есть там Bitget, KX и прочее, да, как бы посмотрим, посмотрим. А что ты думаешь вообще вот про white label? То есть, я не знаю, сейчас, кстати, на Гипре можно сделать или нет. Ну, грубо говоря, вот мы возьмем, как там онлайн-казино развивается. То есть есть некоторый слой core, и, соответственно, ты для своего комьюнити, для любого абсолютно, например, если у тебя там много подписчиков в Инсте или Твиттере, ты можешь открыть свое казино. Так и здесь ты, грубо говоря, поставщик софта, ну или core биржа, она тебе Да. сделает white label под тебя, там, под твой брендинг и прочее. Кстати, сейчас, когда задавал этот вопрос, как будто в Твиттере уже были такие примеры, по-моему, то ли EdgeX так делал, ну, именно на азиатскую аудиторию, или, может, мне это приснилось, показалось. Ну, короче, ладно, не будем на это отвлекаться, но именно вот что ты думаешь про white label? Смотри, вот я думаю, что точно будет рынок развиваться в сторону builders кодов, да, то есть мы видим то, что, в принципе, как бы сторонние приложения, понятно, как бы и на нас строят, да, как мы запустили builders code, и, в принципе, как бы занимают даже у нас какую-то там существенную долю в объеме торгов, я не знаю. Я сейчас не смотрел давно на цифры, но мне кажется, там у нас все билдеры приносят 10% объема торгов сейчас, да. На Hyperliquid недавно стата вышла, это 50% объема торгов, да. Но это не white label в той части, что ты им отдал готовый UI, как бы они запустились. Это другие продукты, у которых есть доступ к ритейлу, и они раскатывают как бы перпы на свою аудиторию. А я думаю, что это точно как бы будет работать, да, как бы с точки зрения того, что условно у каждого там инфлюенсера или у каждого крипто-комьюнити будет как бы свой перпдекс, как бы я так не думаю, да. Просто потому, что у тебя как бы не будет эффекта масштаба, да, какого-то. Ну да, окей. Я просто думаю, почему в казино такая тема популярна. Но, с другой стороны, там главная ценность, что просто чувак взял депозит, и в Airdex'ах всё-таки иначе, потому что ты сама биржа не получает большую долю от этого депозита.
У тебя, во-первых, биржа не получает большую долю от депозита, во-вторых, у тебя в казино как бы не важна ликвидность, да? Но здесь же ты можешь дать общую ликвидность просто. Ты Ну, можешь по дать сути. общую ликвидность? Можешь. Можешь, да. Да, кстати, мы раз заговорили про оборачиваемость депозита и так далее. Сколько, по вашим расчетам, ну, если это публичная инфа, зарабатывает биржа с депозита? Ну, во-первых, как бы все данные публичные, да, то есть на DeFi Lime можно посмотреть, какой у нас TVL, да, как бы и сколько мы генерируем физов. Но там, условно, смотри, мы зарабатываем 200 тысяч, давай сейчас округлим все цифры, да, там 200 тысяч долларов в день на 200 миллионов TVL. Соответственно, ты зарабатываешь $1 на $1000 депозита, да, Да, но вопрос, в день. знаешь, ну, не совсем корректно к тебе считать, потому что потом, ну, люди же депозит выводят. И мне вот тут интересно именно сколько в среднем, ну, то есть сам факт того, что чел депнул, да, мы уже на тот момент, ну, в теории вы как бизнес можете посчитать, сколько это физов им даст. Понятно, что там Не, ну смотри, у тебя это все равно как бы будет так масштабироваться, да, то есть если ты считаешь как бы на общих данных, там, TVL к физам отношения смотришь, как меняется, да, то ты в целом как бы это, как сказать, все будет репрезентативно, да, то есть, например, сейчас там ты понимаешь то, что у нас доходность в целом как бы на TVL примерно там 25-30% годовых, да. И это будет тоже правда, если ты это посмотришь в среднем на уровне отдельных клиентов. Ага, ну и, соответственно, дальше хотел задать вопрос, а в текстах у них больше продуктов внутри? Как думаешь, насколько у них, ну, увеличивается прибыль с Я каждым? думаю, сильно увеличивается. Я думаю, что сильно увеличивается, потому что, во-первых, как бы у тебя на споте другие комиссии. Во-вторых, смотри, здесь вот то, что я тебе сказал, 25-30%, я думаю, это там плюс-минус валидно по всем как бы пердексам, да, там, ну, например, да, так представь, мы, например, зарабатываем 200 тысяч в день, давай там округленно мы зарабатываем, я не знаю, там 60-70 миллионов в год, да, там у нас 200 миллионов депозита, да, вот тебе как бы доходность там на депозит там в районе 30%, да, как бы у Hyperliquid у них сколько TVL сейчас, миллиарда два, наверное, да, они зарабатывают примерно 500 миллионов в год. Вот примерно такие же цифры как бы у них получаются, да. Понятно, что как бы у Лайтера эти цифры будут сильно ниже, потому что они как бы zero fees, да, но мне кажется, для Perpdex это более-менее как бы стандарт, вот то, что я говорю. У централизованных бирж эти цифры будут сильно выше, потому что у них, во-первых, физы сильно выше, да, чем на децентрализованных. Во-вторых, как бы у них есть спот и более широкая линейка продукта. Я думаю, это минимум там раза в два выше. А что ты думаешь, вот, ну, если не берем спот, вот из этой другой линейки продуктов, что еще сильно прибыльно? Может быть, ты знаешь, ну, я вот просто не в теме, например, что у Binance еще приносит большой доход? Давай, смотри, я думаю, то, что у тебя приносят как бы продукты хорошо, которые как-то завязаны, например, на трейдинг. Да? Ну, например, у тебя есть в споте маржинальная как бы торговля, да, то есть люди, когда торгуют с плечом, берут деньги, ну, условно, берут там деньги взаймы, да, и платят какую-то на них доходность. Вот все такие продукты, они будут хорошо зарабатывать. Ну, или, например, как бы криптокарта у тебя, по-моему, я не помню сейчас на Binance есть или нет, потому что когда пользователи там платят своим битком, условно, да, они зашивают совершенно другие спреды в нее, да. Но это все так или иначе как бы завязано на трейдинг, да. То есть любой продукт, который в каком-то скрытном формате обеспечивает трейдинг крипты, будет очень хорошо зарабатывать. Так, мы уже больше часа еще не перешли к extended, но последние пару вопросов вообще теоретических. Смотри, так или иначе, биржи, перпы борются за трафик между собой, да? Потому что, ну, он все равно ограничен. Понятно, что у вас, ну, грубо говоря, два направления есть. Это часть из цексов к себе переманить, вторая — это между собой. Есть также, грубо Мгм. говоря, два направления, как это сделать. То есть это либо ты как бы даешь новый пользовательский опыт, ну, или новые виды продуктов. И второе — это построение, может быть, имиджа и бренда, да, ну, как траста, да, то есть, Да. вот для вас, ну, в идеале, понятно, хочется делать и то, но вот из этих двух дорожек вы какую, выбираете? Неправильно выбирать себе какую-то одну дорожку, да, потому что даже если ты сделаешь лучший продукт, если тебе будут как бы, если тебе не будут доверять люди, да, то это как бы никуда не приведет. Я бы, знаешь, как, наверное, я бы, наверное, об этом думал немного, да, как бы по-другому. Мне кажется, у тебя есть продукты, которые выбирают дифференциацию за счет продукта плюс какой-то органический маркетинг, да, плюс, у тебя есть там другие продукты, ну, я не знаю, например, Ajax, да, у которых как бы нет никакой дифференциации продукта, у них очень высокие как бы физы, но они вкачивают большое количество денег как бы в маркетинговый бюджет. Мы как бы точно идем, мы, на самом деле, мне кажется, наши все основные конкуренты идут по первому пути, да, каждый пытается придумать какую-то дифференциацию по продукту, которой у других нет. Плюс выстраивает доверие как бы с комьюнити. И мне кажется, другого как бы выбора объективно нету, да.
Мгм. И последний вопрос из второго блока. Ты вот 11 месяцев назад сказал такую штуку, что будущее DeFi, как бы с точки зрения регуляции, так или иначе, все продукты будут вводить KYC для каждого юзера. Как у тебя поменялось мнение на этот счет или нет? Смотри, мне кажется, еще очень рано как бы судить, да, прошло всего 11 месяцев, я скорее там говорил на горизонте лет. Я думаю, что как бы долгосрочно на горизонте лет регулятор будет стараться регулировать DeFi в том числе. Мгм. Ну да, я с этим согласен. Но ты, в принципе, там сказал окей тейк, что это, скорее всего, будут делать, ну, условно, там не ваша биржа, а просто уже будут какие-то другие проекты, которые за вас это аутсорсят, назовем это так. Ну, как условно сам SAP, наверное, да, на всех цексах сейчас. Я еще хотел спросить, Ну да. мне интересно по поводу того, как вообще построена работа у вас продукта и как ты видишь работу в крипте продукта, потому что, ну, отличается ли она чем-то от Web2? Уточню вопрос в том, что продукт обычно отвечает за retention юзера, а в Мгм. крипте юзер — это не всегда юзер равно аккаунт. И как бы меняется ли это на retention, не знаю, там, объема или там TVL? И, ну, то есть вот эта сущность, когда пропадает юзер, ну, и для меня, по крайней мере, она пропадает ли она для вас? И если пропадает, то как вы с этим работаете? Нет, смотри, как бы сущность, давай так, работа у тебя в Web2 и Web3 отличается, и она как бы отличается очень сильно тем, что у тебя в крипте как бы очень быстрый фидбэк-луп, да, то есть ты как бы что-то сделал, и ты уже на этот же день как бы в Дискорде получил кучу обратной связи, да, на то, что ты сделал. И как бы в Web2 у тебя такого нет, да, то есть, словно, у тебя как бы в крипте там вот этот фидбэк-луп с клиентом просто как бы моментальный, да. Там, я не знаю, ты запостил какой-то анонсмент в Твиттере, да, тут же получил как бы кучу мыслей на то, как бы надо это вообще не надо, как это правильно, неправильно работает и так далее, да. Вот. А в Web2 как бы у тебя этот цикл будет занимать месяцы. Да, и это, мне кажется, как бы основное отличие, то, что в крипте все намного двигается быстрее. С точки зрения как бы юзера или аккаунта, смотри, это на самом деле не, вот в том разрезе, в котором ты спрашиваешь вопрос, это как бы не так важно на самом деле, да. Ты все равно в итоге обратную связь получаешь от реальных людей, да. И тебе не важно, у него один аккаунт или 5. С точки зрения как бы вот именно продуктовой работы. Я больше здесь о том, что, ну, как обычно, кажется, строится работа. У тебя есть кост на привлечение юзера, и ты потом смотришь его retention, его lifetime, сколько ты с него получил и так далее. А здесь, ну, ты, предположим, привлек его, и ты видишь его с одной стороны, ну, а формально еще у него там, не знаю, 3 аккаунта, которые ты не видишь, и у тебя вся аналитика ломает. Здесь я про это скорее. У нас кост привлечения объективно ноль, да. У нас нет как бы платных маркетинговых. То есть у нас нет как бы у нас никогда нету какого-то фиксированного бюджета на маркетинг. Да. Понятно, что у нас есть как бы аффилиат линки, да, но мы с них платим только с того, что уже заработали. Мгм. Ну, по факту, смотри, вот смотри, у нас условно идет сейчас гонка, и там, Да, наверное, не секрет, что в какой-то мере там бюджет на эту гонку выделен со стороны биржи, да. и все равно какой-то, ну, то есть по факту получается, что вы смотрите на общий объем, то есть здесь метрикой просто Да, мы является объем, смотрим на потому общий что объем, мы показатель знаем, с сколько с него retention. заработали. Ну да, да, то есть получается, что эта метрика юзера заменилась на чистые деньги без вот этой вот разделения четко по юзерам. Плюс-минус так получается. Ну, смотри, как бы это, наверное, будет сильное упрощение. Это будет как бы сильным упрощением, но как бы тебе все равно важен ретеншн пользователей, да, потому что там, ты не можешь вечно жить на новых пользователях, да, потому что их пул ограничен. То есть тебе важно, что если человек тебе один раз пришел, то как бы его там устроил экспириенс на твоей бирже, он у тебя остался, да. И как бы мы на это смотрим, то есть мы смотрим, как бы сколько пользователей вот задепозитили, да, там сегодня, через 3 месяца сколько из них активны, да, там через полгода сколько Ну, из них активны и так Как, далее. как, как раз в этом же мой вопрос. А как это трекать-то правильно? Потому что он взял, сменил адрес, пошел на другую эпку, и вы в душе не знаете, кроме там, он член аналитики, а что это он же. И вы думаете, что это он будет Идеально ты это не трекаешь. Это слишком сложно, слишком трудозатратно это делать. Ты смотришь на как бы просто больших числах, да. И ты пытаешься это сравнить как-то с конкурентами, да. Мгм. Понятно, спасибо. Мы плавно как раз перешли уже непосредственно про Extended и самый горячий блок. Но я тут не могу все равно такой провокационный немного вопрос не задать. Вопрос, связанный с периодическими косяками со стороны Старкнета и моста Арина. Мгм. Но вот с точки зрения юзера эти два партнерства выглядят как бы уязвимыми местами для построения большого бизнеса. Потому что у тебя полная зависимость от партнеров. И если кто-то из них не работает или делает Мгм. злонамеренные действия, то, ну, ваша, по сути, встает, а бизнес, ну, как разрушается. Вот, я до сих пор Смотри, видение, что вот правильно сосредоточиться на как бы основном продукте и отдать вот этот вот аутсорс. Или это только начальный этап, и когда вы уже становитесь большие, так или иначе вы будете пилить что-то свое, свои решения?
Смотри, мне кажется, как бы это нужно взять отдельно, да, то есть первое, как бы с точки зрения Старкнета, как settlement решения, да, я до сих пор как бы считаю, что это лучший как бы вариант на рынке, и что лучше решений нету, да. А здесь тоже надо понимать, представь то, что если бы мы, например, строили свое решение, да, мы, скорее всего, ложились бы сильно чаще, да, чем используя Starknet решение. Что, в принципе, как бы видно было на примере Лайтера в том числе, да. У них даунтаймы, связанные как бы с их прувером, были сильно чаще, чем даунтаймы Starkware. То есть Starkware там за последние, я не знаю, полгода у них было два каких-то даунтайма, даже за последний год у них было два даунтайма, да. У Лайтера они случались как бы чаще, просто потому что они сами занимались вот этой settlement инфраструктурой, да, в тот момент, когда мы полагаемся как бы на StarkNet, да, у которых там, я не знаю, 300 человек команды, которые занимаются только тем, что они оптимизируют как бы вот это свое settlement решение. Да, это первое. Второе, как бы, то, над чем важно работать, да, и там, пока мы этого не делаем, просто потому что у нас есть более, как бы, срочные продуктовые приоритеты, но в теории, даже если Starknet упал, мы можем продолжать, то есть у нас продолжает работать трейдинг, и можно технически обеспечить так, чтобы продолжали работать депозиты и withdrawal, да. У нас просто будет скапливаться большая очередь на settlement на Starknet, но, по идее, с точки зрения как бы пользовательского опыта, ты этого вообще не чувствуешь. И вот что как бы правильно сделать, это точно правильно сделать это решение. Мы как бы объективно просто пока его там мы условно приоритизируем кросс-маржу, кросс-аст коллатерал маржу как бы перед этим решением, да, но в какой-то момент мы его обязательно сделаем, и это будет значить, что даже если Starknet как бы упал на какой-то промежуток времени, как пользователь вообще на это не влияет, да. Теперь с точки зрения как бы бриджа, на самом деле, да, большинство перпдексов используют бриджи партнера. Да, то есть, например, там Lighter работал с Fund.xyz, да, а Paradex, по-моему, работает и с Rhino, и с Layer Swap, да, то есть у большинства как бы решений, они на самом деле полагаются в том числе как бы на бриджи, да, и здесь как бы логика тоже следующая, да. Первое, у бриджей есть уже как бы инфраструктура для того, чтобы поддерживать все кросс-чейн транзакции, а второе, у них есть ликвидность, которая заложена на разных блокчейнах, которая позволяет как бы это делать быстро. Здесь как бы что важно сделать? Не то, что как бы важно перейти на свое решение, да, а важно иметь бридж-дубликат, который будет работать, если у тебя основной бридж упал. Вот. Мне кажется, как бы это тоже то, что мы обязательно сделаем, да, но это там будет идти вторым приоритетом против работы, связанной с тем, что мы будем доступными, если Starknet недоступен. Ну, то есть, по большому счету, ты здесь не то, что должен уходить как бы от партнерства, да, потому что тогда как бы, я не знаю, можно также сказать то, что окей, у нас есть зависимость от амазоновского AWS, да, как бы они тоже иногда падают, но мы же не пойдем как бы строить свой AWS, да. То есть, мне кажется, здесь правильно как бы выбирать точки приложения как бы усилий, да, то есть, мне кажется, ну там, понимаешь, наверное, глупо, да, предполагать то, что мы из команды, из там, я не знаю, 10-12 человек сделаем как бы settlement лучше, чем Starkware, которых команда 300 человек, там, 100 разработчиков, да, и которые занимаются этим 5 лет. Просто нужно уметь работать как бы с их даунтаймами. И с бриджами, и с Starknet. Ну да, но получается, что как бы окей, да, давать это на сторону, но при этом нужна какая-то диверсификация. Нужна диверсификация, да. Нужно как бы уметь просто работать с их даунтаймами. Я так смотрю, у меня на самом деле еще много вопросов, и как-то вот не хочется сейчас их все в одно пихать. Может быть, на этой неделе еще когда-нибудь эфир сделаем? Слушай, как бы без проблем, да, можем, вот, как скажете, да, как бы как лучше. Вот. Потому что хочется, ну, не только сейчас, понятно, у всех вопросы про токен там и так далее, как когда дроп, но хочется еще и roadmap разобрать, и вообще, в принципе, там все вот эти решения, ну, партнерство и прочее. Поэтому было бы клево как бы вторую часть записать, ну, и за одним, чтобы, ну, у нас такой довольно информативный, получается, подкаст и на YouTube окей зайдет. Поэтому я предлагаю вторую часть записать, но давай сейчас закончим вот со Старкнетом и мостом, и тогда на этом остановимся. Хотел сказать, да, мне кажется, как бы спокойно можем сделать вторую часть. Вот. Мне кажется, и слушателям тоже проще, да, чем там 3 часа слушать. По поводу Старкнета. Ну, исходя из того, что ты говоришь, я так понимаю, вы довольны сотрудничеством, но в чем причина малого количества других продуктов и приложений на Старкнете, на твой взгляд? Знаешь, как мне кажется, Starknet очень хорошая техническая команда, да, но они очень плохие бизнесмены. Но там, понимаешь, SEO Starknet — это как бы математик, да,
причем такой как бы серьезный, там, своими открытиями, он там придумал эти старки и так далее, да, но это не значит, что он как бы хороший бизнесмен, да. И мне кажется, это в целом как бы описывает их, словно их компанию, да. То есть они как бы супер... То есть давай так, я скажу то, что я, например, работал там с разработчиками в Extended, в Revolut, там, видел, как работает от других стартапов, да, как бы из всех команд, которые я видел, у них самая сильная техническая команда, да, просто однозначно. Мы общались с другими блокчейнами и так далее, да. Вот. Но как бы с бизнес точки зрения, да, наверное, это не самая сильная команда. Вот. Но Не хватает сделок, короче говоря. ну, просто не хватает какого-то, знаешь, там, понимания рынка базового, да, там не хватает... они как-то очень далеко от своих клиентов, понимаешь? Там вот, например, мы там, сейчас там сидим на условно АМА, да, там обсуждаем какие-то просто очень там тактические, да, как бы вопросы. Они, мне кажется, этого там никогда, например, не делают, да, то есть они как-то очень далеко от всего этого. Вот, они там строят в вакууме там идеальный технический продукт, и они об этом думают больше, чем о том, что как сделать так, чтобы этим продуктом тут пользовался. Да. Может, тогда расскажешь, что с твоей точки зрения сильный бизнесмен? Потому что действительно такой глобальный вопрос такой, и мне кажется, в определении его кроется многое. Это на самом деле как бы очень хороший вопрос, да, но по факту это баланс, да, то есть, понимаешь, как бы, если ты хорошо делаешь продажу, но у тебя нет продукта, ты так или иначе как бы в какой-то момент зафейлишься, да. Если как бы у тебя супер крутой продукт, но у тебя ноль продаж, да, как бы у тебя тоже не будет никакого успеха, да. Или если ты там, я не знаю, по пути раздал части своего бизнеса там партнерам, всем инвесторам и так далее, у тебя просто бизнеса не останется, да, то есть какая-то как бы, ты знаешь, это просто какая-то комбинация, когда ты должен понимать, что окей, как бы у нас там продукт достаточно стабилен, достаточно хорош, да, мы там фокусируемся сейчас на go-to-market. Да, или мы, например, понимаем, что вот окей, как бы мы сильно выросли, да, у нас есть затык на продукте, сейчас как бы мы должны сфокусироваться на расшивании этих узких мест. И мне кажется, это как бы некий баланс, да, вот между этими качествами. Да, я хотел сказать, если непосредственно по персоналям, кого бы ты выделил? Ну, и в крипте, и, может быть, вне крипты вообще в целом. Вот. Смотри, мне кажется, как бы здесь надо смотреть на метрики, да, там из крипты Джефф из Hyperliquid лучший бизнесмен, да, вот, из DeFi, да, как бы из традиционной крипты, наверное, фаундер Тетера, да, как бы лучший бизнесмен, из банков, наверное, как бы у тебя Ник Сторонский лучший бизнесмен, да, то есть как бы вот эти, мне кажется, объективные метрики это очень хорошо как бы отражает, да. По поводу мостов. Вот насколько сейчас Рина, Райна, насколько вообще это сейчас trustless мост? То есть вот по аналогии, например, с тем же мультикоином, могут ли они нанести урон как вам, так и юзеру? Ну, грубо говоря, просто с деньгами убежать. Давай так. Они под капотом, на самом деле, да, как бы используют нативный бридж Stargate и сейчас будут использовать Circle. По основным рутам, да, как бы они не смогут забрать деньги и убежать. Наверное, по каким-то более как бы экзотическим чейнам, да, мы не смотрели как бы на их конкретную имплементацию, да, там, я не знаю, например, у тебя ну, условно, там, DK Sync, да, там, он не интегрирован с Circle. Как они оттуда будут бриджить, я, если честно, как бы не знаю, но это на самом деле не так, как бы, не так важно. Но с точки зрения вот основных чейнов, с которыми как бы они работают, это у тебя как бы достаточно trustless bridge, да. То есть они Это еще используют... как бы что на самом деле интересно. Ага. То есть они под капотом Circle, да, будут использовать. Да, например, проблема низкой ликвидности моста. То есть вот я сейчас смотрю, если хочу вывести, там, не знаю, 3 миллиона, то уже не дает, потому что нет ликвы на бриджах. Что делать большим игрокам, профессиональным игрокам? То есть как они вот будут заходить, если знают, что деньги не могут вывести? Смотри, они на самом деле как бы могут их вывести в рамках нескольких транзакций, да, они достаточно как бы быстро пройдут. Это первое. А второе то, что... Смотри, какая как бы ситуация, да. У нас сейчас то есть Circle интегрировал Starknet в декабре, да. Мы еще не мигрировали на нативный USDC. Как только мы мигрируем на нативный USDC, у тебя под капотом все бриджи, всего этого как бы бриджа будет на самом деле сидеть Circle. И там уже объективно как бы не будет лимита на размеры транзакций. И эта проблема просто сама по себе будет решена. Мгм. Ну и получается, что тогда вполне возможно еще лучше станет ликвидность. Да. Ну вот мы обсуждали, помнишь, я спрашивал про фандинги, то, что на Гипере не было больших игроков. Ну, соответственно, когда у тебя есть такой затык, как будто это, ну, отталкивает их. Когда его нет, то теоретически могут кто-то большой прийти. Насчет комиссии, то есть вот когда вы сделали миграцию ты сделаете, изменится или нет? Просто вот я сейчас смотрю, например, опять же, я сейчас как будто я большой фонд.
Если я захочу там 10 миллионов вывести, то мне надо 1000 заплатить. То есть это явно более худший опыт, чем $1 на Binance или Bybit. Да, у тебя будет дешевая опция. Ну, смотри, давай так. Во-первых, как бы ты сейчас смотришь комиссию за моментальный трансфер, да, по сути. Вот. У тебя моментальные трансферы там на большинстве, окей, на том же Лайтере они тоже будут стоить каких-то денег, да, потому что они под капотом на самом деле делают то же самое, что и мы. Но когда будет нативный Circle, у тебя просто будет возможность с большим ожиданием вывести деньги бесплатно. Ну да, ну тут, в принципе, все понятно. Ладно, и тогда последний вопрос, раз мы тут про траслист все такое говорим. Насколько вот вы сейчас секьюрны для пользователя? То есть можете ли, ну, тупо заблокировать вроде, то есть нанести вот злонамеренный удар на... Не можем. Ну, смотри, как бы не можем. Нет, не можем. Мы можем заблокировать тебе трейдинг, вот, но не можем заблокировать выводы. Окей, я думаю, отличная нота, чтобы завершить часть. Можете со спокойной душой депозитить на Extended. Ваши деньги никто не заберет. Ну да. Сторонние мосты могут явно остановить, наверное, на своей части подозреваю. Так что надо изучать, насколько траслист мосты. Смотри, даже если как бы мост, предположим, то, что может не запроцессить withdrawal, ты всегда можешь вывести деньги на Starknet, например, в нашем случае. Ну да. А сколько там ожидания? Ну, смотри, если ты, например, использовал EVM кошелек, да, когда ты делаешь, мы тебе просто не даем возможности вынести на Starknet, потому что на самом деле как бы нет этого кошелька, да. То есть ты не пришел со Starknet, как бы, значит, у тебя, скорее всего, нет как бы Starknet кошелька. Но чисто технически ты можешь вывести всегда свои деньги на Starknet, и там нет ожидания. То есть тебе надо просто ставить это самому, там, кошелек и вообще эту транзакцию. В Тебе принципе, нужно это возможно. заставить это самому, да, как бы тебе, ну да. Ясно. Ну, наверное, да. Хорошая нота для того, чтобы прерваться и договориться где-то там о второй части. Договорились. Ну, я думаю, по времени договоримся отдельно, да, просто. Говоримся и потом сделаем анонс. Окей, Договорились. все. Все, ребята, спасибо большое. Парни, Классный можно вопрос, вопрос да? быстренько? Восемь. Ну, залетай. Не знаю, Руслан должен решать. Давай. Да, Руслан, вопрос такой по поводу вашей команды. Я Мгм. просто не весь подкаст присутствовал, может быть, ты уже отвечал, поэтому заранее извиняюсь, если повторюсь. Первый вот вопрос это как бы, если брать за 100% всю команду, какой процент общего штата сотрудников, берем там и разработчиков, и людей, отвечающих за маркетинг, скажем так, СНГ? Мгм. Ну, смотри, как бы в СНГ сейчас никто не сидит, вот. То есть у нас команда только в Англии, Европе, и один человек из Дубая. Но русскоговорящих, сейчас тебе скажу, 70% примерно. 70, мне кажется, да. И еще один вопрос. Полностью ли у вас укомплектована команда или где-то есть, скажем так, Мгм. потребность в хороших экспертах? Я говорю сейчас не за разработчиков, а вот там по работе с комьюнити, по маркетингу, по продвижению, по идеям, по такому адвайзингу возможному. Смотри, по продукту, мне кажется, мы пока хорошо как бы укомплектованы. Да, по разработке мы как бы наняли еще одного бэкэнда, он еще просто не вышел, нанимаем еще одного фронта. Практически в прямом эфире, пока мы уходили на обед и на сон, биржа Extended побила свой all-time high по объемам 2,6 миллиарда в сутки. Еще казалось месяц назад такая, типа, недостижимая цифра. Мы вчера обсуждали с тобой, как привлечь ликвидность. Ну, в принципе, объем торгов сильно зависит, да, от ликвидности. На практике какой самый действенный способ оказался по привлечению либо маркетмейкеров, либо крупных игроков? Тут я имею в виду какие-то такие, знаешь, не знаю, там, холодные письма в Твиттере, может быть, нетворкинг, конференции или просто грамотная ребейт. Смотри, как бы по опыту вообще любой холодный аутрич не работает, да, или работает очень плохо. Как бы единственное, что работает, это какие-то теплые интродакшны, да, то есть ты как бы, я не знаю, у тебя там есть какой-то существующий нетворк, да, ты пытаешься понять, как через него можешь получить интро к тому, кто тебе реально нужен. Да, и это, мне кажется, как бы единственный как бы действенный способ, да, то есть и ты так постепенно начинаешь как бы растить свой нетворк, и это там, то, что работало для нас. Это, конечно, как бы больно, долго и неприятно, вот, но там по нашему опыту я не вижу, да, если честно, другого пути. У тебя просто постепенно как бы в какой-то момент там ты долго этим занимаешься, да, пытаешься выйти на нужных тебе людей, выстраиваешь с ними отношения, да, как бы через них выходишь еще на кого-то, да, и в какой-то момент у тебя просто достаточно получается широкий как бы нетворк. Ну, я правильно понимаю, что нетворк в том числе важен для того, чтобы крупные игроки к тебе переходили? То есть это не органический процесс, они типа не просто так... Рилс тут же, представь, как бы у тебя там, я не знаю, в крипте, ну давай так, до 50 относительно крупных маркетмейкеров. Там везде как бы принимают решения по тому, кого интегрировать, как бы люди, да, там
если ты с ними созвонился, объяснил, чем ты занимаешься, рассказал, какой у тебя вижен, да, как ты решаешь те или иные проблемы и прочее, прочее, понятно, как бы, что им, во-первых, как бы проще понять, почему они должны тебя интегрировать, да, как бы, а во-вторых, они знают, что если что-то пойдет не так, да, они всегда могут там тебе написать, обратиться, как бы, и узнать, да, и это в целом, мне кажется, как бы работает везде так. Ну, то есть здесь это похоже, ну, так как надо со всеми общаться и так далее, это может быть похоже на привлечение раунда деятельность, нет? Ну, то есть также нужно питчить. Слушай, да, наверное, в каком-то виде это похоже на это, да. Раз начали говорить о раунде, у вас такая немного необычная история, ну, за счет твоего бэкграунда, ну, не только твоего, точнее, вашей команды из Революта, вы собрали раунд MVP, Мгм. вот. И я нашел, загуглил еще одно интервью, которое ты давал, видимо, по теме привлечения раунда, и есть статья на vc.ru с твоими советами. Ну, видимо, это выжимка из интервью. Как привлекать раунд. И там был такой поинт: питчем стартап всем фондом одновременно. Сколько всего питчей провел, чтобы собрать вот эти вот деньги на первый раунд? Слушай, мы на самом деле достаточно как бы просто подняли, да, то есть у меня как выглядел процесс, да, там, когда я уходил из Революта, там был уже, наверное, я не знаю, там, десяток команд, которые до этого до меня ушли, и ребят, которые уже подняли денег, которых я хорошо знал, и как бы я пришел к ним, собрал как бы всех их инвесторов, они мне сделали теплые интродакшны, я запитчил как бы extended, в принципе, мы достаточно как бы быстро получили первые коммитменты, да, от инвесторов и как бы закрыли раунд. На самом деле можно было закрыть сильнее, как бы сильнее, точнее, сильно быстрее, чем мы по факту его закрыли по времени, да. Просто как бы если бы не продолжили общаться там с другими, пытаться понять, как бы, как думает, кто какие условия даст, как бы это, наверное, в целом было как бы полезно, да, с точки зрения опыта, с точки зрения скорости можно было этого не делать. Если верно понимаю, по крипторанку дата стоит апрель 24, но вы все-таки основную часть раунда поднимали в 23 году, да? Ну, то есть уже довольно давно, 3 года назад. На самом деле, как бы мы это видим как один раунд, потому что какая была ситуация, то, что мы получили как бы все коммитменты, да, как бы Cyberfund хотел инвестировать, они попросили подождать, потому что у них там какие-то внутренние операционные процессы были, с которыми нужно разобраться было, да, мы сказали, то, что, ребят, как бы мы не будем ждать, мы закроем так. Они к нам пришли через там буквально несколько месяцев, сказали, все, мы готовы, мы сказали, как бы, да, окей, но там чуть-чуть будут другие условия, да, но на самом деле это был как бы один раунд. То есть мы не отдельно им не ходили, там, не питчили, да, как бы... Условно, один раунд, в котором мы там получили все коммиты, просто получение денег было растянуто во времени. Ага, и один из участников этого раунда — это как раз Starknet, про который мы до этого говорили. Ну, если я верно понимаю, в принципе, это далеко не секрет, что все, ну, многие эти L2 платят приложениям, чтобы они на них строили. Здесь, я так понимаю, такая же, да, история была? Слушай, на самом деле нет. Нет, потому что как бы мы от них получили супер маленький чек тогда, да, там, я не знаю, если мы подняли всего 6,5 миллионов, их чек был, наверное, там 50 тысяч, да. Как бы это было скорее тогда сделано просто для того, чтобы иметь какой-то к ним выход, да, потому что, понятно, у нас тогда еще не был продукт, еще ничего не было, да, как бы все-таки если у тебя там, я не знаю, Starkware инвестор, ты как минимум как бы всегда будешь знать, кому написать, если у тебя будут какие-то вопросы и так далее, да. Вот, то есть в нашем сценарии как бы нет. Потом там уже были дополнительные какие-то гранты от Starknet, от Starkware там и прочее, но это уже как бы все не инвестиция, это просто они фактически там дают какие-то деньги за достижение тех или иных результатов. Ага, если мы обсуждаем деньги и как раз снова речь про Starknet, ты вчера сказал, что у них клевая команда, там 300 человек, но это не бизнес. Не может быть такого, что они внезапно просто посчитают свой баланс, он у них не сходится, и там будет уже не 300 человек, а 30, и в итоге все это будет значительно хуже работать. Ну, короче, они там закроются в один день. Как вы вообще эти риски? Слушай, как бы если кто-то будет закрываться, если, давай так, если будут криптокомпании закрываться, то они будут закрываться одними из последних, я думаю, да, потому что, представь, там, Starkware поднял треть миллиарда, да, они 300 с чем-то миллионов подняли. То есть у них, как бы, бюджет, я думаю, так что практически бесконечный. Ну, первое... Ну, и сотни сотрудников. Что? Что? Ну, и сотни сотрудников. Ну да, сотни сотрудников. Но я не знаю, там, давай предположим, что в среднем зарплата у них сотрудника, ну, я не знаю, там, давай там возьмем $100 000, да, например, в год на 300, сколько не 300, да, помню, сотрудников говорил. Это получается, там, в год они тратят Мгм. сколько, 30 миллионов, да, то есть они могут, зарабатывая ноль, они могут как бы 10 лет поддерживать компанию. А еще как бы очень важно то, что они на самом деле заработали очень много денег на DYDX, во-первых.
Потом они заработали сейчас очень много денег на Ajax, потому что Ajax и DYDX как бы были на StarkX, а на StarkX они забирают долю от их прибыли. О, интересно. Я как раз хотел дальше спросить. Вы взаимодействуете с ними, ну, как бы отправляя, по сути, сеттл, да, в их чейн в долгосроке, ну, или, может быть, сейчас? Ну, о каких затратах идет речь со стороны биржи? То есть сколько вы, ну, какие расходы вообще на Starknet с Ну, ваших? слушай, это как бы объективно очень маленькое. Я прямо сейчас тебе вот открою наш финансовый учет и скажу тебе реально как бы средние числа. Ну, там, смотри, вчера, например, мы запроцессили 2 миллиарда торгов, мы за сеттlemент заплатили $3000, то есть это плюс-минус 1% гроссфизов. То есть это число где-то там в районе от 1 до 3, наверное, процентов. Внутри я давно не видел, смотря на цифры. Мгм. Ну, получается, им с десяток таких приложений, они уже хорошо живут. В целом, как бы, ну, смотри, они живут относительно, да, как бы хорошо, но это несравнимо, опять же, с тем, что они заработали на DYDX, да. Ну и раз заговорили про сеттл, давай еще вернемся сейчас к технической части. Ты вчера сказал, что вы полностью секьюрны для пользователя, и тогда можно обсудить еще как бы движок биржи исполнения ордеров. Верно ли я понимаю, что вы быстрее Гипера, так как исполнение идет, ну, трейдов идет на вашей стороне, то есть офчейн, и затем уже сеттлы, то есть финальные записи в Starknet. А у Гипера это все ончейн. Или в чем ключевое отличие Extended в сравнении с Гипером и Лайтером? Смотри, у Лайтера как бы объективно очень похожее техническое решение, да, то есть у них там офчейн трейдинг, и потом есть ZK и Rollup, которые валидируют всю трейдинговую логику и паблишит proof на L1. У них как бы свой роллап такой, да, а мы используем для этого Starknet, но как бы в реальности решение у нас, оно не идентично, да, он как бы принцип один. Да, у Hyperliquid совершенно как бы другой принцип. Они по большому счету как бы взяли там EVM, да, зафоркали его, добавили как бы логику мэтчинга и там задистрибьютили это между каким-то ограниченным количеством валидаторов. То есть у них в этой части, наверное, там больше похожее решение на DYDX V4, да, условно, по принципу самому работы. С точки зрения как бы latency, да, он у нас ниже, чем у Hyperliquid, вот, потому что они как бы работают в парадигме блоков, то есть у них один блок, по-моему, 500 миллисекунд, то есть если ты там засабмитил свой ордер в начале блока, да, у тебя этот latency будет до 500 миллисекунд, у нас как бы он будет сильно ниже, да, то есть у нас для пост-онли ордеров это там, я не знаю, 90 какой-нибудь пятый процентиль, это, наверное, там 10-15 миллисекунд. Вот. То есть это будет значительно быстрее, но как бы для тейкера ордеров мы его искусственно замедляем. То есть для тейкера ордеров мы добавляем 200 миллисекунд спидбампа, и тейкер ордера всегда медленнее для всех участников на бирже. И, в принципе, у Hyperliquid точно такое же решение имплементировано, то есть они все тейкер ордера условно ставят в конец очереди внутри блока. То есть таким образом мейкеры как бы могут убрать, да, свои заявки, что Да. происходит. Да, да, да. Вчера еще был такой вопрос в чате, я немного перепрыгну, потому что мы к вопросам из чата перейдем чуть позднее, но там вообще он, в принципе, был про DEX, но интересно, там юзер задал вопрос, является ли проблема на DEX сэндвичи, но Мгм. в перпах это немного другое, но вообще вот какие есть, может быть, подобного рода проблемы на перпах? Смотри, это на самом деле как бы не является, да, так, в теории, да, как бы, например, на том же Hyperliquid, поскольку ордера публичные, да, наверное, как бы это возможно, да. Но опять же, понимаешь, это идет в комбинации с тем, что они ставят тейкеровские ордера в конец очереди, то есть на практике это, скорее всего, нереализуемо даже у них. У нас, поскольку как бы ты как пользователь не видишь, ну, то есть ты не видишь ордера других пользователей, да, то есть ты как бы не можешь на самом деле их зафронтранить. Да, то есть это как бы у нас на лайтере это невозможно. Ну, то есть полностью отсутствует. В теории как бы как оператор биржи ты можешь зафронтранить там кого угодно, да, и это применимо для любой, на самом деле, биржи, да, как бы там Hyperliquid скажет, окей, как бы у нас матчинг децентрализованный, но объективно не контролирует валидаторов, да, как бы в теории там любая биржа может зафронтранить своего же пользователя, но это нет никакого смысла, да, потому что это достаточно быстро становится очевидным, да, как бы есть огромное там количество постов и информации про, где там профессиональные игроки обсирали условно биггет, да, что у них как бы вот есть эта тема, что они фронтранят своих пользователей и так далее. То есть у них как бы нечестный мэтчинг, да, но именно потому, что как бы это супер быстро дискаверится, да, и все об этом как бы знают, в этом нет никакого смысла для биржи это делать. Можно ли сказать, что у Лайтера есть фронтран за счет своего валта, потому что туда же вся... Смотри, технически они это могут сделать,
Вот. Реализовано это на практике у них или нет, как бы, я не знаю, не возьмусь, да, как бы сказать или судить, да, но они, по-моему, до своего TGE сделали, запаблишили как бы все свои смарт-контракты и всю эту логику. Это, тем не менее, наверное, в теории возможно, да, потому что у них вроде как бы matching of chain, да. Вот. Мне как бы... Я сейчас не думаю, что они этим занимаются. Если бы меня спросили, типа, думали я, что лайтеровский World Front Run своих пользователей, я бы сказал, что нет. Но это Окей, чисто, интересно. чисто из того, как бы технически это возможно, но я не думаю, что они Конечно. так рисковать. Да. Да, согласен, что если спалят, то не очень. Да. М, Давай тогда, может, еще от раунда плавно перетечем к команде, то есть куда деньги в том числе тратятся. Сколько сейчас человек в команде и какой был рост за прошлый год? Слушай, мне кажется, то, что да, так вот весь год нас было 10 человек. Мы, наверное, где-то в октябре или в ноябре наняли 11 человека. То есть, по сути, как бы никакого роста не было, да. Давай даже шаг назад, да, как бы мы начали изначально с командой, вот первую разработку мы начали делать с командой из 6 человек. То есть было 3 бэка, 1 фронт, 1 продукт слэш operations человек и я, да, то есть нас было 6. Потом мы добавили еще одного бэка, 2 фронтов и одного человека на go-to-market, вот, Аню, с которой, как бы, мне кажется, там, вы много общаетесь, да, нас стало 10. И мы в таком составе достаточно, как бы, долго работали. В ноябре этого года добавили еще одного человека на go-to-market. И сейчас к нам в начале февраля выйдет еще 2 человека, 1 бэк и 1, как бы, условно, там, operations manager, да, и нас станет 13, и мы ищем еще одного фронта. Пока все. А это все удален или у вас где-то есть офис хотя бы для нескольких человек? Слушай, ну как бы вот я сижу в офисе у друзей, это тоже как бы экс-революционная команда, вот, тоже они делают свой стартап, и как бы в Лондоне нас всего 3, и там мы из их офиса работаем. Другого какого-то физического офиса у нас нету, потому что как бы команда преимущественно распределенная, да. Ну и так как команда маленькая, ну и, в принципе, на такой стадии, я так понимаю, что стандартно это типа зарплаты и опционы, да, у всех сотрудников. Да, да. Такой более тоже вопрос к практике. На начальном этапе, понятно, проект финансируется вот с этого поднятого раунда. На каком этапе произойдет переход на операционку из дохода биржи? Ну, может быть, из трежери. Сейчас мы дальше это пойдем, но Смотри, как бы это зависит от того, как ты считаешь, да. То есть, в принципе, мы достаточно, я думаю, уже продолжительное время прибыльные. Просто у нас как бы пул денег увеличивается, да, там, и ты из них платишь как бы зарплаты. на практике разделяется это как-то, ну, вот в вашей отчетности, вот эти деньги, которые вы привлекли, там у вас было 6,5 миллионов, и вот эти деньги, которые сейчас идут, это как бы в твоем понимании как SEO это общий баланс, или вы, возможно, как-то разделяете? Ну, смотри, давай так. Фундаментально это все как бы деньги компании, вот, но там внутри мы как бы для своего учета как бы мы их разделяем, да, как. А есть ли планы на новый раунд, и нужен ли он, ну, исходя из того, что вы и так уже прибыльны? Смотри, как бы с точки зрения поднятия денег новый раунд не нужен. Вот, мы его сделаем только если это будет как-то стратегически для нас важно, да. То есть поднимать деньги от там венчурных инвесторов смысла как бы на нашей стадии большого нету. Мы поднимем следующий раунд только если он будет важен именно для роста бизнеса с какой-то стратегической перспективы. Окей, тогда небольшая провокация. Год назад, ну, 11 месяцев от том самом интервью, на которое вчера ссылался, ты сказал, что в течение 6 месяцев у нас был спот, лендинг, спот с плечом, ну, соответственно, через лендинг. И из этих пунктов ничего не было реализовано, ну, понятно, были и другие задачи. В чем причина задержек и какие выводы ты вот сделаешь как SEO? Может, как раз масштабирование команды и вот эти больше денег могли бы помочь? Давай так. С точки зрения продуктового роудмапа, да, наверное, как бы большинство из этих вещей были бы реализуемы в той или иной степени, да, как бы даже той командой, которая как бы у нас есть. Но при этом у тебя как бы помимо нового девелопмента с ростом всегда возникает достаточно как бы большой лоуд на поддержку. И то, что ты в начале, вот, например, там, да, 11, когда там это было интервью, да, 11 месяцев назад, у нас фактически я базировался только на опыте, который у нас был с точки зрения сроков разработки, без живого продукта, который как бы у тебя работает, у которого есть пользователи и так далее. Да? У тебя на самом деле как бы скорость разработки очень сильно замедляется в тот момент, когда у тебя есть достаточно большой живой продукт, который ты поддерживаешь, и добавлять в него сложнее новые фичи сложнее, чем их строить с нуля. Вот.
Это, наверное, как бы основной, как бы такой, как бы урок, который на практике, да, прямо мы видели. Команда больше. Смотри, если бы мы сегодня удвоили команду, это бы нас замедлило. Да, на горизонте там полугода, наверное, это нас ускорит. Да, если мы сегодня в 2 раза увеличим команду. Почему как бы это тебя замедлит? Да, просто потому, что у тебя банально анбординг людей как бы займет очень большое количество времени, да. Ну, во-первых, еще даже до анбординга людей тебе просто будет очень сложно нанять людей необходимого качества в таком объеме, да. Мгм. Да, я понимаю, что масштабирование — это сложно, ну и найти, квалифицированные кадры еще сложнее. Окей, тогда, ну, исходя из того, что ты сказал, соответственно, новый roadmap, который вы выкатили, наверняка составлен с учетом всех выводов на основе прошлого. Давай тогда его, может, разберем. Я пройдусь по пунктам, там всего как бы 6, да, этих плашек было. Значит, первое, в первом квартале лендинг. У меня такой практически сразу вопрос. Можно ли будет выводить займы? То есть, например, Нет, закинул... мы хотим не разрешать выводить пока займы. Технически это будет возможно, вот, но как бы мы это раскатаем, откроем этот функционал позже. Ну, то есть вначале нельзя, в долгосроке можно будет. Да. То есть технически это одно и то же, потому что как бы сейчас как-то будет работать, ты, например, задепозитил, я не знаю, W эфир на биржу, да, торгуешь USDC settled перпами, у тебя отрицательный unrealized P&L, ты на самом деле деньги боровишь, да, то есть ты берешь взаймы деньги эти. Так, значит, второй пункт, тоже в первом квартале. Интеграция с большой глобал трейдинг платформой. У нас тут в чате, ну и, в принципе, везде в Твиттере уже давно решили, что это eToro. Было официальное объявление уже или нет? Вроде бы нет. Смотри, как бы мы как команда это никак пока не комментируем. То есть официального объявления не было. Вот это такой вопрос. Вот эта интеграция, она вот уже на идее билдера кода или это как бы вообще другое что-то? Слушай, как бы здесь несколько, да, как бы аспектов есть. То есть первое, нам нужна условная инфраструктура, как минимум трейдинговая, да, чтобы запустить перпы на equities. Ну, просто потому что на самом деле мы условно можем открыть рынок на любой equity хоть сегодня. Да, потому что единственное, что тебе нужно, чтобы запустить как бы perpetual рынок, да, это, по сути, источник цены. Да, для всех как бы equity источник цены существует, да. Ну, просто проблема в том, что это никто не будет сейчас толком маркетмейкать, там не будет никакой ликвидности, просто потому что у тебя крипто-маркетмейкер не умеет этого делать, и у них нет как бы необходимой инфраструктуры, да. То есть тебе нужен доступ вот ко всей этой как бы традиционной трейдинговой инфраструктуре, да, чтобы уметь мейкерам хеджировать свой exposure. Это первая часть, а в перспективе, да, конечно, как бы Builders Code — это вторая часть как бы этой работы, которую мы ведем. Да, ну, то есть, ну, он как бы есть дальше вот в этом родмэпе, в самой последней во втором полугодии. То есть правильно ли я понимаю, что сейчас как бы не готова инфраструктура пока для того, чтобы сторонние разработчики приходили? Или она уже есть? Просто вроде бы я слышал, что она есть, но с Не-не, она другой есть, стороны, она готова, и там есть уже приложение, которое поверх нее построено, да. а что это за приложение или что это за команда? И как вообще туда попасть? То есть это же как бы не HIP-3, да, гипера, то есть нужно через, ну, через Нет, смотри, приватное как бы общение. у Гипера есть две вещи, да, как бы они разные. Там HIP-3 — это где ты можешь запустить свой рынок на их бирже. Да, если честно, для этого я пока не вижу как бы потребностей и в целом не вижу большого продукт-маркет фита, да, у этого. А есть второе, как бы есть Builders Code, есть они у нас и у Хипера, вот, я не знаю, мне кажется, больше ни у кого их нету. Вот, это значит то, что ты как стороннее приложение просто можешь по большому счету предоставлять перпы в рамках своего UI, но все будет базироваться на нашей инфраструктуре. И как бы через нашу ликвидность все будет идти. Мгм. А чтобы это получить, нужно, соответственно, списываться, да, с вами. Ну, я имею в виду, это как бы Ну, и на не самом деле открытая можно история. даже не вписываться. Это как бы открытая история, ты можешь интегрироваться, и все. Ты можешь с нами не разговаривать Окей. для этого. А на практике, конечно, все как бы разговаривают, но в теории ты можешь это сделать как бы полностью независимо. Да, да, понял. Так, второй квартал. Спот-активы. Какие есть технические сложности вообще для того, чтобы появились спот-активы? Ну, смотри, тебе нужно как бы отдельный мэтчинг для этого, вот, но в целом как бы ты, по сути, берешь как мэтчинг от перпов, чуть-чуть его меняешь, да, то есть технически, на самом деле, вот все, что есть во втором квартале, технически оно не очень сложное, да. То есть на самом деле вот то, что мы делаем в первом квартале, давай так, equities, это как бы технически просто из первого квартала. То, что мы говорим, то, что мы будем поддерживать разные типы активов, как маржу, вот это сложная часть. Да, она, наверное, по сложности сопоставима с тем, что мы сделали с XVS. Вот. А дальше во втором квартале там спот и нативная мобилка. Это как бы технически несложные вещи, да, то есть мобилку несложно построить, ее сложно опробовать в App Store, да, вот. Это просто время, на самом деле. Ну вот. Но технически как бы обе задачи не очень сложные. Да, а смотри, если
ты делаешь интеграцию или там мост для ERC-20 токенов, то можно будет дальше листить пачками, как бы давая хороший ассортимент, или есть какие-то другие ограничения, например, там, связанные с маркетмейкерами, ликвидностью? Ну, и на Мне самом кажется, деле, это да, залистить ты можешь, что хочешь. Вот, как бы единственная сложность — это с ликвидностью. И как бы мы это видим даже на HyperLiquid, что как бы ликвидность на споте, ну, не очень хорошая. Ну, там, в сравнении с их партнерами, в сравнении с централизованными биржами, да. А как вообще вот происходит листинг токена вот с точки зрения начальной ликвидности? Потому что на Binance, понятно, они там дают какое-то время, ну и, видимо, предупреждают маркетмейкеров, они там со старта уже спускаются в бой. А вот ну, на таких биржах, как у вас, обычно никогда нет, ну, нет анонсов, что... Предположим, мы захотим залончить эфир, да, как бы нам будет предварительно нужно договориться как бы со всеми маркетмейкерами, которым это там потенциально как бы интересно, чтобы они это поддержали. Да, после того, как у нас есть как бы какое-то понимание того, кто это поддерживает, мы даем им возможность начать квотировать в пост-онли моде, и как бы это еще недоступный UI. Как только они начинают как бы квотировать, и мы видим, что как бы ликвидность в стакане есть, все окей, мы открываем рынок. В принципе, с перпами также работает. Когда есть сначала договоренность с кем-то уже, чтобы эта ликвидность появилась? Я просто хотел спросить, вы, ну, то есть сами вы предоставляете эту первую ликвидность на основе вот этого первого продукта, который у вас там изначально был, свой там маркетмейкинг инструмент? Да, Или смотри, как? изначально мы это делали сами, сейчас уже от этого отошли. Ага, понятно. Значит, дальше, второй квартал, анрамп, депозит, оффрамп, выводы. То есть тут речь про банковские карты, ну, банковские счета, карты. Банковский рейс. Какие регионы смогут этим вообще пользоваться? То есть будут ограничения же, наверное? Ограничения Ну, региональные не будут. наверное. Да, как бы они точно будут. Сейчас мы сфокусируемся как бы на Европе, потому что для нас это более там, максимально понятный рынок, да, там Европа и Великобритания, а все остальные как бы рынки мы будем поддерживать уже в зависимости от того, как бы, что есть у разных партнеров. У большинства будет как бы Латинская Америка, какие-то страны Африки, да, будут какие-то страны Азии. Ну, понятно, что это все происходит через партнеров, но с KYC это ж никак, ну, не связано, не должно же это, да, влиять? Но смотри, как у большинства партнеров ты бы должен, то есть как бы, ты можешь, например, также получить доступ к бирже без KYC, да, но чтобы сделать он рамп off рамп, тебе нужно будет пройти как бы KYC, и мы на самом деле, что мы будем делать, да, как мы же будем агрегировать несколько партнеров, и они все будут друг с другом шерить один единый KYC. Ну, то есть, грубо говоря, QIC не нужен, пока ты не хочешь воспользоваться Да. вот этой опцией. Так, значит, второе полугодие, ну, Builders Code обсудили, и есть еще такой загадочный пункт — децентрализация оператор биржи. Тут речь про валидаторов Да, или про какой-то про валидаторов. токены? Да, Мгм. да. То есть у нас как бы сейчас там мэтчинг централизованный, есть как бы все валидации трейдинговой логики на блокчейне, а идея в том, что мы как бы децентрализуем оператора, да, и мэтчинг будет раниться между рядом валидаторов. А валидаторы должны будут поднимать, ну, точнее, валидаторы только должны будут поднимать ноды или вот, ну, видишь, как на Гипре произошло, то есть сначала это были ноды, а потом стали голосования, то есть как будто это, скажем так, немного разная деятельность, но будут ли они тоже участвовать, типа а-ля как DAO? Да, должны. Но смотри, как бы, поскольку это достаточно как бы еще отдаленная перспектива, да, мы еще как бы будем смотреть, как это будет точно сконфигурировано, да, но как бы верхнеуровневая идея простая, да, то, что у тебя есть сейчас часть трейдинговой логики централизована, да, и идея в том, что как бы она будет раниться между там рядом валидаторов, эти валидаторы, соответственно, будут как между собой делить экономику платформы. А логика валидаторов, то есть есть ли там какой-то, ну, то есть, ну, понятно, это в будущем, но сейчас какие мысли на этот счет? Есть ли какая-то кепка на количество, ну, то есть как вот на Гипере, или это может быть безлимит? Смотри, наверное, как бы это будет как какое-то ограничение по количеству, потому что как бы у тебя... На самом деле, давай так, у тебя есть два типа имплементации, да, всей этой истории. Как бы у тебя может быть первое, как бы, что представь, у тебя там в параллель ранится, не знаю, 10 matching engines, да, и после этого у тебя есть между ними какой-то консенсус, да, как бы и после этого как бы только ордер акцептится. Здесь как бы есть минус в том, что у тебя увеличивается задержка, да, то есть, вот, например, одна из причин, почему там Hyperliquid медленнее, да, и как раз из-за этой механики. Потому что как бы чудес нет, это все равно как бы у тебя есть там физические просто ограничения, да, по скорости в такой модели. Есть как бы альтернативная модель. Ты говоришь, что у тебя есть один ключевой валидатор, который мэчит все ордера, а с некой задержкой во времени у тебя другие валидаторы уже подтверждают, что это было валидно. И если это было невалидно, то они откатывают стейт. Вот мы сейчас А в чем выбираем будет между двумя имплементациями. Да.
Да, понял. А в чем будет заключаться мотивация у валиков? Ну, то есть, понятно, нужен доход какой-то им. Также будут получать экономику, ну, то есть фактически как бы условный, у тебя, представь, вся выручка или там чистая прибыль для проекта будет идти в токен, да, как бы они будут с этого зарабатывать. Ну и правильно ли я понимаю, что это и будет главным утилити, видимо, токена, да? Ну, это будет одним из утилити, да. Ну, как бы там у тебя стандартная, да, история. У тебя как бы фитир зависит от тиры физов, ребейтов зависит от токена. В нашей Мгм. механике мы, наверное, сделаем так, что yield зависит в полте от токена, да, ну, так, предварительные мысли. Так, хорошо. К токену, ну и понятно, к дропу чуть-чуть позднее еще. Еще про продукты, раз мы roadmap затрагивали. Что думаешь, ну, вообще, сравнивая дексы с тексами, так или иначе это всегда приходится делать на основе пользовательского опыта. Я вот как бы вижу не только вот эти все технические разницу размера комиссии, ну или там размер ассортимента, но и в том числе просто работу с аудиторией. То есть, например, там на дексах вообще нигде нет регулярных промо, да, там розыгрышей, как на Binance или Bybit. Или, например, ну, по сути, нигде нет VIP-поддержки персональных менеджеров, которые, знаешь, там тебе тикеты на Формулу-1 подгоняют и так далее, всякие ивенты. Ну, ивенты, ладно, может быть, у больших компаний бывает, но все равно это такое не совсем персонализированная поддержка. Что ты думаешь вот об этом? И когда на дексах вообще это начнет появляться в таком же объеме? Смотри, мне кажется, просто механика у тебя онбординга пользователей очень отличная, да, все-таки у тебя на централизованных биржах, да, более традиционные каналы получения пользователей, да, трафик какая-то более классическая, да, как бы реклама, вот эти розыгрыши, да, это одна из механик получения пользователей, да. Исторически у тебя дексами пользуются как бы более продвинутые пользователи, да, и у тебя более нативная как бы механика привлечения пользователей, да, то есть это активность там в Твиттере, да, как-то больше с завязанным там на нарратив с определенными биржей и прочим, да. Ну, это же, по сути, создает ограничения, но для развития биржи. Почему не пользоваться этими же инструментами? Смотри, это, наверное, в какой-то мере это создает ограничения, да, но с другой стороны, как бы ты можешь, с другой стороны, ты привлекателен для аудитории, которые подобные механики, наоборот, отталкивают. То есть, я не знаю, мне кажется, если сейчас любой там более-менее нормальный DEX начнет делать подобные механики, как централизованные биржи, там делать какие-то розыгрыши и так далее, да, то они скорее потеряют пользователей, чем привлекут. Потому что все-таки как бы вот эти механики централизованных бирж, да, они больше нацелены на ритейл. Да, а ритейл, который как бы не очень хорошо там понимает крипту, продукты и прочее, да, дексами все-таки пользуются более продвинутые, да, пользователи. Но у дексов у тебя нет инфраструктуры, чтобы привлечь этот ритейл, понимаешь, у тебя как бы нет он-рамп рельсов, да, у тебя, то есть они даже деньги завести на платформу не смогут. Да, так вот я как раз к этому веду, то есть постепенно развиваясь, вот когда у нас будет нормальный он-рамп, ну, наверное, мы все равно, ну, DEX все равно к этому будут приходить, то есть так или Ну, смотри, иначе. как бы им будет доступно больше там маркетинговых инструментов, да, чтобы онбордить ритейл. Там, будут ли это розыгрыши или нет, я пока не знаю, да. Но там, когда продукт будет готов, да, конечно, как бы тебе откроются как бы новые механики для маркетинга, которые сейчас просто как бы недоступны, да, для нас и конкурентов. Мгм. Да, ну и, ну, понятно, и поддержка, и персональный менеджер, ну, на мой взгляд, это тоже достаточно важно, но, ну, наверное, это просто с ростом бизнеса все приходит. Я, кстати, вспомнил сейчас, что когда Hyperliquid проводили свой первый сезон, еще вот между ноябрем и маем, там для топов, я не знаю, ну, там, условно, для топ-200, может, для топ-50, выскакивала плашка, там нужно было подписать сообщение и потом с этой датой в телеге отправлять сообщение. Ну, короче говоря, они, видимо, хотели собрать контакты, и я думал, там, ну, будет какое-то, не знаю, какие-то плюшки будут раздавать, там еще что-то, потому что я на тот момент тогда еще входил в этот топ. Но ничем это не завершилось. То есть сообщение отправилось, там, пришел обратный месседж, типа, да, спасибо, там, мы свяжемся с вами позднее, и все, на этом все закончилось. Я тогда подумал, вот, неужели DEX наконец-то так же, как делают все то же самое, как там условно Bybit, где есть все эти персональные менеджеры. Ну да, да. Как бы это будет появляться, да, в какой-то момент, но просто для этого продукта должно стать сильно больше. Да, понимаю. А что думаешь насчет предикшенов и именно применительно, ну, к перпам? То есть я здесь имею в виду, например, токены президентов как поставочную фичу, вот как было на FTX. Почему у вас этого нет?
То есть и можно же и другие значимые события, то есть там вплоть до победителя чемпионата мира по футболу, например, таким же образом делать. Смотри, можно как бы это делать. У тебя, по сути, там, перплы с 1x левериджем, да, это там эквивалент prediction markets, да. Но здесь как бы, опять же, ты идешь от приоритетов, да, там, пока для этого будет намного меньше рынок, да, там, чем для кросс-аст коллатерал маржи, или чем для спота, или чем для нативной мобилки, да, там, если, не знаю, мы поговорим через год, да, и у нас уже будут все вот эти базовые продукты, которые мы хотим сделать, то там потенциально prediction markets — это там хороший кандидат, да, но опять же нужно будет взвешивать как бы против других альтернатив, которые есть, да, там, я не знаю, можно будет расширять по рельса, да, можно будет добавлять опционы, можно будет думать о prediction markets, или, я не знаю, можно будет делать свой блокчейн условно, да. И нужно будет в моменте взвешивать, что из этого более интересно. Ну, то есть это как бы рассматривать, но есть другие приоритеты. Потому что Это на просто FTX вопрос приоритетов, в конце концов, да, как бы, вот, и ресурсов, которые есть. Да-да, понял. Потому что на FTX этот рынок, ну, их реализация через вот эти вот поставочные фичи норм стрельнул в то время. Ну и, в принципе, сейчас понятно, с полимаркетом можно, в том числе арбитраж. Ну, то есть какие-то объемы точно могут быть, но согласен, что тут не совсем понятно, насколько это объемные рынки. Так, ну, нам не избежать вопросов про дроп. Наверное, уже сколько там, больше 2 часов слушатели ждут этого. Ты как бы и до этого говорил открыто о дропе и о сроках. Давай, может быть, снова еще раз пробежимся. Насколько я помню, планы были на окончание второго квартала. Поменялись или нет? Да, смотри, как бы, как мы до этого говорили, там, мы планируем это сделать в первом полугодии, там, пока более точных сроков каких-то не даем. Была речь про то, что будет первый сезон и затем второй. Актуально или нет? И, ну, вопрос в чате был между ними, будет ли между ними еще какой-то перерыв, и зачем он нужен? Ну и в целом актуально. Перерыв изначально, как бы, мы думали, что потенциально сделаем, но на практике, я думаю, мы не будем его делать. Также, если не ошибаюсь, была речь о том, что дроп на уровне гиперликвида. Ну, недавно Лайтер вышел 25%, у Гипра, я уже сейчас не помню, по-моему, 30%. В районе этих сумм или... Да, в районе этих сумм. В общем, не меньше, чем у Лайтера, верно? Не меньше, да. Смотри, ты до этого говорил, что один из главных инструментов по маркетингу, когда мы говорим о токене, это его цена. И, соответственно, ну, уже была речь про то, что вот, про трежери, байбеки. Правильно ли я понимаю, что когда будет ТГЕ, то, соответственно, у проекта появится какой-то трежери, который будет тратиться на байбеки? Смотри, в целом, да. Давай так, если коротко, то да. Так, тогда сразу же закономерный вопрос. Весь ли доход будет идти в трежери, как у Гипера сейчас, или это будет комбо, ну, там, например, как у Юпитера, то есть часть уходит команде, часть в трежери идет? Смотри, на текущий момент планируется так, что все, за исключением того, что необходимо для роста, да, как бы будет идти в трежери. Но это будут открытые цифры или... Смотри, но там в какой-то степени они будут открытыми, да. Там будет ли у них стопроцентная прозрачность, мне кажется, как бы, наверное, нет, да, потому что мы же не будем, я не знаю, там свою отчетность публиковать, да, то есть, окей, мы там будем говорить, что и это будет там видно, да, ончейн, то, что мы заработали столько-то, да, на байбеке ушло столько-то, да. Все, что как бы разница, это те или иные затраты, которые у нас были, да. Да, и вот тут такой, ну, это же такой выглядит довольно скользкий момент, потому что до того, как нет токена, ну и там неизвестно его утилити, в принципе, все, что зарабатывает биржа, она как бы вправе как будто бы с этим делать все, что угодно, да, ну, это понятно, Мгм. бизнес. А когда выходят токены, и вот эти вот появляются байбеки, для того, чтобы оценить вообще привлекательность инвестиций в токены, так или иначе надо понимать, сколько туда денег уходит и насколько это статичная величина. Если, ну, не заявлять об этом, например, что там 80% идет в байбек, то как бы остаются сомнения. Потому что, может быть, сегодня 80 я посчитал, а завтра там, может быть, 20 вообще будет. И из-за этого такое, ну, сам понимаешь, что это Ну, такая смотри, она как бы, давай так, на краткосрочном периоде времени, да, наверное, это там вносит какую-то непредсказуемость, да, но там, условно, я не знаю, на горизонте даже там полугода, если ты видишь то, что мы постоянно 80 плюс процентов как бы отдавали в байбеки, да, то там, мне кажется, это уже становится более-менее статичной величиной. Смотри, как, возможно, мы сделаем какой-то анонс и скажем, что вот такой процент как бы будет отдаваться в байбеке, да. Вот. Но, если честно, как бы мы еще даже ну, пока не продумывали, да, формат этой коммуникации. Мы понимаем, как это будет принципиально, да, работать, потому что окей, есть какие-то операционные расходы, есть какие-то затраты на рост, да, как бы. Понятно, что ты покрываешь из выручки, да, которую ты получаешь, а все остальное отправляешь как бы в токен. Мгм. Не, я-то ничего плохого в этом не вижу, что не все уходит на бойбек. Но вот именно важна, на мой взгляд, открытость. И тогда в рамках этого же
будет ли у Extended на момент ТГЕ уже не нулевой трежери? И будет ли об этом заранее объявлено? Смотри, он будет не нулевой, вот, но заранее как бы об этом объявлено, я думаю, что, скорее всего, не будет, потому что, понимаешь, как бы если все заранее знают размер трежери, у всех есть заранее какие-то ожидания, да. А как бы мне кажется, что лучше, чтобы эти ожидания не были запрайсены в И целом. вот тут как раз у нас есть 2 таких ярких примера: Lighter и Гипер, потому что они разными путями пошли. Но вот ты говоришь, озвучено не будет. Но как будто это ж сразу же возникает теория заговора об инсайдерской торговле. То есть, ну, кто-то об этом будет знать, и, соответственно, уже исходя из этой информации уже может, совершать какие-то манипуляции на рынке. Ну, то есть, грубо говоря, понимать, что надо тут купить, потому что там еще денег ого-го сколько. Ну, смотри, как бы об этом будет знать там 2-3 члена команды, да, вот, у которых как бы нет мотивации в инсайдерской торговле, да, потому что у них как бы достаточно интерес в самом как бы токене, да. Да, я понимаю, но, Ну, вот смотри, у тебя у Hyperliquid, например, они не говорили, какой размер этого трежери. да, и тут-то, смотри, как раз есть большая проблема, из-за чего, например, ну, в моем понимании это плохо было делать, потому что когда был релиз токена, в принципе, не было такой практики, как байбеки, и уж тем более никто не знал, что у них там 50 миллионов долларов есть. И поэтому кто-то там начал продавать, но какие-то свежие кошельки неожиданно стали откупать. И представь, если ты знаешь, что вот никакой проект не делает байбеки, а тут выходит первый проект, у них 50 миллионов на байбеке, и они начинают это делать. Понятно, что через пару дней это все уже выяснилось, и уже потом пошли заявления какие-то от команды, но в первые дни, первые часы никто не знал. И тут Ну, хочешь, не хочешь, вначале никто и не знал, как бы, что у них 50 миллионов, да. ну да, но кроме тех людей, кто есть в команде, а те, кто в команде, у них есть друзья, родственники и так далее. Короче, ну, я не знаю, тут, по-моему, невозможно, ну, Но смотри, как бы, вот по результату для них это отработало намного лучше, чем для Лайтера. Лайтер — это второе, но я вообще вот, обсуждаю вот эту ситуацию, ведь это, ну, прямой путь к инсайдерской торговле и такое как бы, да, скользкая дорожка. Давай так. Когда у тебя есть доступ к информации, как бы риски этого всегда не нулевые, да, просто это должно, мне кажется, правильно контролироваться и правильно наказываться, да, в случае этих нарушений. Да, но смотри, а сейчас, к примеру, у всех есть, ну и возьмем, ладно, Лайтер. Все думали, что они будут а как Гипер уже со старта байбекать, а они этого не делают. Ну, насколько я сейчас за ними не слежу, ну, то есть я там вообще практически не торговал. Но они, ну, насколько я помню, со старта не байбекали, и вообще там у них какое-то трежери ушло там на Coinbase или еще куда-то. То есть у рынок уже, в принципе, по умолчанию считает, что перпы байбекают со своей комиссии. То есть ты их этим не удивишь. И поэтому в чем проблема сразу же сказать, сколько у тебя, типа, есть трежери? Ну и как бы, а зачем? Да, у тебя, скорее всего, это число будет или сильно переоценено, или сильно недооценено, да, то есть, как бы, если оно будет сильно переоценено, да, то, как бы, у тебя ожидания не оправдаются. Если, как бы, оно будет сильно недооценено, это будет, как бы, хорошая ситуация. То есть в случае, когда у тебя нет информации, у тебя просто, как бы, есть какие-то ожидания, которые, там, в реальности, скорее всего, неправильны. Но зато, когда ты сразу говоришь, это открытость и как раз-таки построение комьюнити. Но тут вам А есть о чем подумать. Я к Смотри, этому. как бы это, давай так, возможно, как бы это построение комьюнити, да, но, например, у того же как бы Лайтера там в целом был трежери понятно какой. Они просто не говорили, как будто они на него байбэкать или не будут. Это у тебя было заложено в ожидание цены, да, там это не оправдалось, например. Это может быть одна из многих причин, почему как бы цена не перформит так хорошо, да, как, наверное, все бы хотели. Мне кажется, знаешь, как, да, так, мы об этом думаем правильно, да, что ты как бы вначале это не объявляешь, но потом ты делаешь это открытой информацией, да. Да, то есть как бы понятно, что в итоге это должно быть как бы открытой информацией, да, как бы какой у тебя был байбек от команды, от проекта и прочее, да. Но как бы делать это заранее и потом понимаешь, как бы... То есть у тебя же еще есть какой минус, да? Представь, как бы ты сидишь, откупаешь, и все знают то, что у тебя заканчиваются деньги, да? То есть как бы все будут знать то, что у тебя не осталось условно запаса, чтобы продолжить откупать. А когда никто не знает, как бы, сколько у тебя денег, а никто не знает, сколько ты потратил, как бы у тебя этого риска нет. Ну, палка о двух концах. Ну, тут ладно, я не буду сильно повторяться, потому что, на мой взгляд, ну, я вообще скорее за в другой лагерь, то есть за полную открытость всего. И плюс ты вот эти байбеки же можешь правильную архитектуру их создать, их простратой, так скажем. Ну, то есть не обязательно там их сразу тратить, можно, ну, понятно, там может быть по цене, может быть там в процентах от общего трежери, там, апать и так далее. Короче, тут есть разные варианты, но самое главное, на мой взгляд, понятно, что у вас может быть другое мнение, что открытость, она, ну, тут в приоритете. Вот. Потому что, опять же, на старте это даст какие-то
Ну да, будут какие-то вот эти вот возможности для манипуляции и так далее, но в конечном счете все равно так или иначе, ну, приведет к открытию, почему не сразу это делать. Но ладно, это такой дискуссионный вопрос. Я просто закинул, чтобы Мне еще кажется, раз. знаешь, такой как бы очень философский вопрос, да, как бы Да, будет 100 аргументов за, 100 аргументов против. согласен. Тогда чуть более практично. Доход биржи сейчас — это только комиссии, Да, но при этом, ну, как мы опять-таки в чатике там у нас выяснили, пока не представляется возможно, точнее, посчитать, сколько биржа зарабатывает, потому что большая доля комиссии уходит маркетмейкерам. Сейчас, я насколько понимаю, там уменьшились ребейты, но так или иначе, соответственно, часть дохода уходит через ребейты мейкерам. Есть ли еще какие-то статьи расходов, которые незаметны для всех? Ну, это я к чему спрашиваю, если вдруг кто начнет, ну, понятно, что правильно хантить поинты, тебе нужно знать будущую стоимость биржи, ну, прикидывать ФДВ. Чтобы это прикинуть, тебе нужно знать, сколько будет зарабатывать. Ну, короче, вопрос вот все из этой категории. да, смотри, как прекрасно понимаю, но это опять же, вот, отсылаясь как бы к предыдущему вопросу, да, то, что даже несмотря на то, что у нас там физы, все знают, сколько мы зарабатываем физами, да, как бы у нас публичный ребейт скелл, да, в принципе, как бы у нас понятно очень там программа рефералов и аффилиатов, да, как бы понятно, есть затраты на сеттлмент, которые проверить можно, да, но все равно вот даже в этом случае, да, как бы получается, что доход биржи и размер трежери — это там неоценимая величина для стороннего наблюдателя. И как бы в этом, мне кажется, как бы есть большой плюс с точки зрения там потенциального эффекта байбеков. Но статьи как бы расходов, они на самом деле очень понятные, очень простые. Да? У тебя есть ребейты для маркетмейкеров, есть ребейты для аффилиатов, у тебя есть затраты на settlement, да, у тебя есть какая-то аллокация физов для того, чтобы мы платили экстра yield болта, да, и у тебя есть затраты на команду. В целом все. Ну да, это, в принципе, то, что на поверхности. Так, давайте врывайтесь в эфир те, кто хотят задать вопросы. Я пока чатик посмотрю, что там спрашивали. Пока пишут, что хвастаются мерчом от Extended. У меня тоже есть, мне нравится, да. Костюм, спортивный топчик. Мы старались. Так, я сейчас попробую найти еще вчера там кто-то что-то. Вот нашел. Вчера вопрос. Планируете ли делать поинты передаваемыми? Ну, видимо, по аналогии, как было на Парадексе. Смотри, нет, не планируем. А что ты, кстати, вообще об этом, да, думаешь? То есть, ну, довольно прикольный инструмент, чтобы, может быть, сбросить часть вот этой вот нагрузки на старте навеса от дроп-хантеров, но, с другой стороны, может быть, ограничивая, да, вот этот вот ФДВ уже сейчас можно посчитать. Да, смотри, ну там, на мой взгляд, это достаточно странная механика, да, потому что, во-первых, как бы у тебя сразу появляется какое-то ожидание как бы ФДВ, у которого есть какой-то там рынок, да, вот. Во-вторых, как бы этот рынок у тебя априори не ликвидный, и получается, ну, там, на мой взгляд, какой-то не до TG, да, то есть я не до конца, например, понимаю, зачем это делать. То есть мы как бы это не планируем делать. Вот, это первое. Второе, как бы, понятно, что проблема там хакнутых кошельков или если там она будет решена. То есть если есть какая-то понятная необходимость как бы у человека там трансфернуть поинты, мы, конечно, всегда это как бы можем, да, сделать. И можем, и делали это в порядке каких-то исключений, когда верифицировали там все вводные, которые нам дает пользователь. Но в целом как бы этой механики не будет. Да, мне тоже, наверное, сейчас кажется, что она странная, поэтому, наверное, ее закрыли, потому что не до конца все дали раздать, точнее, не до конца. Ну, короче, ладно, не все поинты стали для перед вами. Когда еще сейчас про дроп-хантеров раз заговорили, как ты относишься вообще вот ну, короче, к стандартам дроп-хантеров? То есть они вот увеличивают метрики, скажем так, обменивают доллары на токены, да, ну, если как бы, ну, понятно, в принципе, это и есть эта деятельность. Но зато, когда ТГЕ происходит, они уходят, и, ну, во-первых, есть этот навес, во-вторых, сразу все метрики падают. В общем, не наносят ли они больше урона, чем по итогу дают прибыли? Или это естественный процесс, то есть так и должно быть, а ваша задача уравновешивать весь Смотри, я этот. думаю, что это у тебя как бы отчасти естественный процесс. То есть, мне кажется, там это всем понятно, да, что на всех пердексах есть какая-то доля как бы дроп-хантеров, да, фармеров. И в целом как бы там
ни один, мне кажется, продукт в крипте не запускается как бы без них. Да. Мне кажется, здесь просто очень важен как бы баланс, да, с точки зрения того, что, да, у тебя есть люди, которые пришли там чисто за поинтами, да, но при этом они также все равно органически торгуют. И главная задача любого, мне кажется, продукта, да, это оставить максимальное количество там здоровых пользователей и вознаграждать максимально как бы пользователей, которые с тобой пользуются органически. Наверное, как бы на 100% это сделать невозможно, да, то есть ты не можешь как бы идеально отличить разные типы пользователей, да, но тем не менее, мне кажется, как бы все продукты, да, стараются это делать. Мне тоже кажется, что это такой, типа, совсем естественный процесс, и, по сути, задача как раз каждого продукта и каждой биржи удержать часть этого трафика, даже дропхантеров. Потому что если они захотят потом дальше что-то фармить, то чтобы второй конец трейдов оставался здесь, например. Для этого нужен хороший продукт, да, в целом к этому все сводится. Мгм. Так, еще был вопрос про кепку на доходность в ауте сейчас. Там, по-моему, у вас 300 тысяч. Собираетесь ли повышать? А если собираетесь, то зачем? Потому что я вот, ну, насколько помню, сейчас будет ответ «да», вот. Но у меня сразу такой диссонанс, потому что чем меньше кепка, тем, в принципе, людям, ну, так или иначе, надо больше аккаунтов делать и больше трейдов. Потому что если у тебя, например, есть прокачанный аккаунт и нет кепки, то тебе, в принципе, ты просто депнул, потом сидишь, и это же коллатерал простаивает. Ну, точнее, ТВ. Смотри, здесь давай так. Наша задача, да, там, покрывать 99% пользователей. Или 99,5% пользователей. То есть это не то, что мы там пойдем и пересмотрим, увеличим эту кепку, да, мы просто смотрим как бы за этим распределением, смотрим, какую часть пользователей мы покрываем, которые входят внутрь этой кепки, да, и как бы ее выстраиваем, да. То есть, например, раньше у людей не было мотивации никакой, да, там делать много аккаунтов и там депозить с разных аккаунтов, да, поэтому вот эта кепка в 300 тысяч, например, была определена как бы супер органически и честно, да, там она покрывала 99,5% всех депозитов Bolt, да, именно поэтому как бы мы ее выбрали. То есть в перспективе, да, мы будем как бы смотреть на распределение депозитов Volt и в зависимости от этого потенциально как бы менять эту кепку. Но знаешь, как бы в моменте я не вижу этой потребности. Она будет поднята, но не в ближайшее время, правильно? Смотри, да, это не стоит там в перечне, там, задачка, на котором посмотрим в ближайшие 2 недели точно. Кстати, ну, ты сказал, что вы вот смотрите на метрики, ну, понятно, в принципе, как и должно быть. Токен Generation Event, он зависит от каких-то метрик или это скорее привязка к какой-то дате, ну, вот к вашей стратегии, или, может быть, ну, привязка к тому, насколько технически там все успевают разработчики сделать? Смотри, это, наверное, комбинация каких-то вещей. Мне кажется, основное... Тут есть два основных, да, как бы момента. Мне кажется, первое, понятно, что ты технически должен быть к этому готов, да, как бы второе, то, что у тебя должны быть благоприятные условия на рынке, да, то есть, если, условно, там, я не знаю, биткоин идет на 50 тысяч, да, то, понятно, что это неблагоприятно, да, и нет смысла, ну, как бы это не рационально ни для команды, ни для пользователей, ни для холдеров поинтов, да, как бы делать TG в этот момент, да. То есть у тебя должен быть какое-то там более-менее адекватное состояние рынка, и ты должен как бы технически быть к этому событию готов. То есть зависит еще от общего нарратива на рынке. Смотри, я бы не сказал, что это какой-то там определяющий фактор, да, но там, я не знаю, условно, в конце 22 года, да, какая была ситуация, да, в такой ситуации, наверное, нерационально объективно делать TG, да. Ну, в общем, как будто бы новых вопросов я не вижу, поэтому тогда буду завершать своими вопросами. Когда у тебя есть своя биржа, лучше ли ты видишь рынок и тенденции на рынке за счет вот этих всех данных, которые у тебя Смотри, есть? если ты на этом хочешь сфокусироваться, то, наверное, да. Ты лучше увидишь эти тенденции, да, как бы, но там, поскольку для нас это не приоритет, да, я не могу сказать тебе то, что как бы мы эти тенденции видим лучше. Ты очень Мгм. быстро видишь то, что на рынке что-то произошло, да, ты очень быстро видишь, что у тебя волатильность выросла, да, и ты просто это раньше всех видишь, скорее всего, или раньше там многих участников, вот. Но как бы мы об этом не думаем просто в этом направлении. Но еще не стоит забывать, что так как не все операции ончейн, то ты можешь же видеть разные, где у кого стопы стоят в теории, так или нет? Ну, то есть в целом видеть маркет шоу. В теории ты в теории как бы ты в теории там на Hyperliquid, да, это видишь, потому что они наоборот полностью ончейн, но да, как бы в целом, опять же, если у тебя есть такая потребность или ты работаешь в этом направлении, ты можешь посмотреть, да. Мгм. 11 месяцев назад ты сказал, что 1 миллиард торгов на бирже в день — это успех. Теперь какая планка? Какая планка на этот год? Где успех? Это хороший вопрос. Смотри, мне кажется, давай так. Наверное, думать об этом в абсолютных значениях неправильно. Как бы у нас, понятно, есть цель в моменте, да, это быть там в топ-3 Perpdex. Вот, то есть это цель, в которую, там, в направлении, в котором мы работаем. Кого
выкидывать астер или лайтер? Астер, конечно. Ты отлично разглядел нишу перпов, когда это было не очевидно и был только 1-2DX. Какие направления еще сейчас видишь, кроме перпов? Ну, если есть вообще время смотреть на весь рынок. Смотри, как бы времени, если честно, сильно смотреть на весь рынок нету. Но глобально, я думаю, что все еще вторая как бы горячая тема, которая на самом деле уже тогда тоже была видна, и там мой хороший друг делал стартап в этом направлении, но это все, что связано с платежами на крипторельсах. То есть платежки. Мгм. Ну, для наших фармеров это не очень полезный совет. Ну, карты, да, сюда тоже относятся? Ну, вопрос. Ну и карты это, да, это способ платежей. Я бы их тоже туда относил, но как бы я об этом пока думаю больше с точки зрения как бы B2B платежей, да, просто потому что эти потоки как бы более понятно, как захватить, то есть непонятно там, как сделать платежную систему, которой там миллионы пользователей будут пользоваться, да, но в целом, наверное, понятно, как сделать систему, чтобы, я не знаю, какой-нибудь фермер в Латинской Америке продавал там свою пшеницу или что-нибудь там выращивают покупателю из Китая, да, там на крипторельсах, как бы это более понятный рынок, как захватить, да. Вот, и мне кажется, то, что, ну, в принципе, мы видим, да, то, что в этом направлении строятся крупные бизнесы, да, там Stripe недавно купил Bridge, вот, что, в принципе, как бы платежи на крипторельсах. Да, как-то так, да, Мгм. как-то. Да, там в чате пишут, что, например, ну, приводят примеры проектов, у которых есть свои карты, например, Verify и многие, но по сути они же этим бизнесом-то не занимаются, там другие у них. А это смотри, не занимаются B2B, но они как бы занимаются платежами на крипторельсах в том числе, да, то есть и Fairfi хороший проект, хороший как бы пример проекта. Окей, окей. Ты давал прогноз на курс эфира на 25 год, что all-time high пробьет. В принципе, пробили, но дальше была надежда на 7 тысяч не достигли. Какой прогноз на 26 год? Понятно, что вопрос, но Сейчас я более аккуратен, да, таких прогнозов не даю. окей, и тогда, значит, последний такой философский вопрос. Не обязательно про крипто, может быть, лучше на уровне всего человечества. Какая идея или факт сильнее всего недооценен сегодня, по твоему мнению? То есть что мы, другие люди, недооцениваем и почему это важно? Кстати, мне кажется, ответ как бы будет очень стандартный, да. Я думаю, то, что мы до конца еще недооцениваем потенциал AI, да. И что как бы будет возможно, да. У меня там недавно друг виделся с другом, он купил там новый Pixel, или как это телефон, не уверен, как телефон называется, но который, короче, самый мощный AI, и, конечно, их функционал просто впечатляет. Вот, поэтому я думаю, что этот потенциал как бы сильно недооценен глобально, да, и это сильно поменяет там на горизонте, я не знаю, 10-15 лет в целом как бы нашу повседневную жизнь. То есть считаю, что до сих пор недооценен, хотя из каждого утюга про это кричат. Да, действительно, как бы все об этом говорят, но я думаю, то, что мы просто не задумываемся о том, как на практике это поменяет нашу жизнь сильно, да. То Да, я есть, как бы все согласен, об потому этом что сейчас... рассуждают концептуально, да, как бы, да, там, и огромный прогресс и так далее, да, как бы, но мне кажется, это очень сильно повлияет на нашу повседневную жизнь в итоге. Да, окей, хороший тейк. Еще один последний вопрос пришел в голову. Может быть, можете что-нибудь посоветовать из книг или подкастов, которые вот именно тебе нравятся, вот именно вот в этом направлении, чтобы задуматься о чем-то нестандартном? Смотри, давай я, наверное, тебе оффлайн на это отвечу. Я об этом подумаю и пришлю тебе, потому что так в голову сейчас сходу ничего не приходит какого-то хорошего ответа. Да, окей, я понимаю, потому что у нас, в принципе, был такой чисто про биржу, и здесь какие-то вопросы прошли. Прекрасно понимаю. Окей, если будет, то ну, мы и на YouTube там приклеим в комментах. Окей, в завершение хочу только сказать, что у нас уникальные условия по партнерке X10. Ну, в смысле, они на общих началах, но бегать по нашей ссылке вы получите 20% поинтов. В принципе, в паблике мало кто дает. Читайте в чате. Такая так, минутка рекламы была. Все, спасибо тебе большое. Я думаю, отлично провели этот подкаст, эти эфиры. Спасибо большое, очень хорошие вопросы. Так, Всем ну спасибо. все, надеюсь, да, продолжим наше сотрудничество и после ТГЕ. Взаимно. Все, всем пока. Пока-пока.